Людям всегда кажется, что они живут в какое-то принципиально иное время с какими-то принципиально другими новыми процессами. В реальности это все было. Мне звонила дочь Василиса и говорила: мама, началась война. Я в день мобилизации не знал, что такое мобилизация. Есть 2 билета до Стамбула. Ой, извините, это Ставрополь, я перепутал. Я, честно говоря, узнала, что такое выть от отчаяния. Какую родину ты защищаешь под Харьковом? Я был телевизионным режиссером. Сейчас я делаю кирпичи. Ну и в чем разница? Я решила, что я надену эту вышиванку и пойду на Красную площадь с самосожжением. В жизни каждого человека должен наступить момент, когда вопрос ипотеки и вопрос совести столкнутся напрямую. Вот мы попробовали впервые в жизни открыть кафе, но надо попробовать и закрыть кафе впервые в жизни. Мам, вот если 1%, что меня посадят в тюрьму, мне стоит возвращаться? Для меня очень важно, что я не уехала в результате из России, а очень важно то, что я приехала в Армению. Есть какие-то условия, при которых ты бы вернулась в Россию сейчас? Я не вернусь в Россию никогда. Сиди там, ты далеко, но живой, и будь живой. Что ты выберешь в этот момент, правду или безопасность? Кать. Всем привет! Это «Скажи Гордеевой». И этот выпуск снят по вашим многочисленным просьбам. Да, вы действительно много писали нам в Telegram, бот, в комментариях в наших соцсетях и сюда, в YouTube, с просьбой снять выпуск о релокантах. Так называют россиян, уехавших после начала полномасштабной войны или объявления мобилизации из страны. Мы действительно долго раскачивались, но потом оказалось, что герои прям-таки встречаются на нашем пути. У этих людей очень разные истории отъезда из России и очень разные мысли о том, как и где жить дальше. Но тем, наверное, и интересней. Огромное спасибо вам, нашим зрителям. Без вашей финансовой помощи доснять и смонтировать этот выпуск было бы невозможно. Находимся в заповеднике Кармир-Блур. Это исторический музей-заповедник, филиал заповедника Эребуни. Здесь располагался очень крупный город империи Урарту, вот на том холме. Собственно, холм и называется Кармир-Блур, Красный холм. В древности этот город погиб в сражении. Глина и кирпичи глинобитные, они окрасились в красный цвет от пожарища, и поэтому холм назвали Красным. Где-то в 15-14 веках до нашей эры здесь жили прямые языковые предки армян, которые в ассирийских источниках известны как этиуни. Здесь были их усадьбы, скорее всего, была тоже крепость, но потом урарты в раннем Железном веке этот регион завоевывают, перестраивают крепость, основывают город-царь Руса II на этой реке, которая сейчас называется Раздан. Тогда она называлась Ильдаруния, а вот это царство, эта долина называлась Куарлини. Она была очень плодородная, они выращивали тут виноград, злаки. А что вы здесь делаете, дорогие? В России я археолог, руководил в университете лабораторией экспериментальной археологии, проектировал археологические парки, музеи под открытым небом. Я тут леплю кирпичи. На самом деле будет такая как бы копия древней Урартской стены. Вот видишь, там вот есть такая кладка. Да, она вижу, да. Чуть-чуть, это глиняные кирпичи вот эти. Огромный город, округа была 40 гектар. 1000 людей жили. Это хороший памятник тому, во что превращаются империи. Совершенно верно. Поэтому, когда ты знаешь, сколько империй было и что все они так или иначе заканчивались, это очень важно знать и понимать. Почему 2 человека из России восстанавливают
армянское культовое сооружение. Одному человеку из России здесь была предложена работа, другим человеком из России. За, наверное, год до войны я первый раз приезжал в Армению, работал здесь, копал материалы бронзового века, познакомился с коллегами. И позвали меня заняться этим местом, развивать его в формате живой истории, музеификации, чтобы здесь были какие-то натурные реконструкции, которые позволят понять, как это выглядело. И первый проект, в который мы включились, это грант с французским Лувром и университетом Гренобля. И по этому гранту мы воссоздаем участок крепостной стены. По технологии мы лепим кирпичи, по той же технологии. Дима лепит. Да, я же главный мастер. Вот. А в России я работал телевизионным режиссером, снимал, в частности, фильм «Аркаим. Колесница времени». Представьте этот ветер зимой, когда здесь минус 20. Один из наших экспериментов, которые мы проводили еще в Вот. И России. я сидел в Тбилиси, и Ваня такой говорит: а чё, приезжай, тут есть домик Петровского, поживешь там. И я приехал. Очень такое важное место для становления археологии в Армении. Борис Борисович Петровский-старший здесь жил, познакомился здесь со своей женой Репсиме и копал вот этот памятник. И вот Кармир-Блурская экспедиция, она потом нашла Эребуни. Такое очень знаковое место для археологии, поэтому очень важно его сохранять и популяризировать. Еще один эксперимент мы проводили, тоже Дима активно участвовал. Показывали, решили реконструировать не только эти блоки глинобитные, но и основания, как они могли перемещать блоки. Потому что обычно крепости в Армении, они находятся в горах, на возвышенностях, на холмах, на мысах, но ниже каменоломен, потому что тогда удобно выломал камни и вниз их спускаешь. А здесь наоборот, они из верхних слоев базальтов из ущелья Раздана выламывали и тащили чуть-чуть вверх. И мы решили провести эксперимент по древней технологии, на основе ассирийских источников протащить 5 тонн базальтовых блоков. Спонсора мы нашли в Таиланде. Спасибо Константину Анисимову из Таиланда при случае. Под этим видео меня тоже будут ругать, говорить, что я пропагандист. А вы стыдитесь прям? За отдельные моменты, наверное, да. Но за навальновские митинги, да. Но в целом, насколько я вспоминаю как раз-таки свою работу, понятно, что как бы это задание, что правительственная газета, ты приезжаешь писать про то, как бы, что эта власть типа делает, а она не делает. Она тупо не делает. Вот вы бассейн заложили в городе Инза в 2014 году. Его, по-моему, не достроили до сих пор. А я, извините, жителям города Инза написал, что у вас бассейн будет. И они читают мою подпись, фамилию, что человек по фамилии Улитин им наврал. Понятно, что их обманула власть. Но в газете-то их обманул человек по фамилии Улитин. И мне за это реально было стыдно, что, если уж вы пообещали, сделайте хотя бы как. И зачем, извините, мы тогда про это рассказываем, что зачем и какая-то... наша прекрасная показуха, она уже 8 лет работала, и она с каждым годом как-то она все усугублялась и становилась какой-то все более откровенной. А остальные как вообще на это реагировали? Ваши коллеги? По-разному. Реально уже у многих ощущалась некая усталость от всей вот этой показушности. Но в то же время как бы люди продолжают работать сейчас до сих пор. То есть даже война идет 2 года, и то есть они как-то, наверное, как-то себя успокаивают. Я не спрашивал, как они себе это объясняют, как все это... Не хотите сделать больно? Наверное, да. И им, и себе, наверное. Потому что я знаю, кто откровенно там за войну не высказался, и против войны как бы не высказывался, потому что есть какие-то у них на это причины. Два года назад, то есть в 1922 году, русский эмигрант, начинающий поэт и переводчик Владимир Набоков во время прогулки по Берлинскому аквариуму сделал своей 17-летней возлюбленной Светлане предложение руки
и сердца. Девушка тут же согласилась, но ее строгие родители поставили начинающему поэту условия найти, наконец, нормальную работу, чтобы иметь возможность содержать будущую семью. Знакомые помогли Владимиру и его брату Сергею устроиться на испытательный срок в один из берлинских банков. Сергей продержался на этой респектабельной работе целую неделю. Ну а Владимир сбежал через 3 часа. Разумеется, помолвка была расторгнута. Ну а что же Набоков? Он прожил в Берлине целых 15 лет. Все эти годы публикуя в русской эмигрантской прессе свои стихи, прозу, эссе, переводы. Но гонорары в этих журналах были крошечные. И Набоков был вынужден зарабатывать деньги уроками русского языка, переводами с английского, преподаванием тенниса, шахмат и даже бокса. Эмиграция – это ужасно непросто во все времена. Сегодня, как и 100 лет назад, тысячи специалистов из России пытаются построить жизнь и карьеру за границей буквально с нуля. Но есть одно отличие. Сегодня, чтобы не искать работу, оформлять визу, заниматься переездом в одиночку, можно обратиться к профессионалам. Агентство Transparent Hiring помогает IT и диджитал специалистам со всего мира найти работу в Германии, оформить визу и даже подобрать жилье. Соосновательница агентства Инесса 15 лет живет в Германии. Она уже успела поработать в крупных немецких и международных компаниях, например, в офисе Amazon в Мюнхене. Словом, у Инессы была возможность изучить, как устроен на самом деле немецкий рекрутинг изнутри. Специалисты Transparent Hiring – практикующие рекрутеры из Германии. Они каждый день ищут специалистов по всему миру для немецких компаний и точно знают, как упаковать именно ваши знания и опыт так, чтобы они привлекли работодателей из Германии. Как это работает на практике? Допустим, вы знаете, какую работу хотите найти в Германии, но не понимаете, как подступиться к поискам. Специалисты Transparent Hiring буквально проведут вас за руку по всем нужным этапам, помогут правильно составить резюме, напишут сопроводительные письма, подберут подходящие вакансии, подготовят вас к интервью с работодателем и расскажут, что надо учитывать, принимая оффер. У агентства есть пакеты услуг для каждого случая, от составления нового резюме до поиска работы под ключ, то есть до оффера и визовой поддержки. Первый шаг – это консультация, на которой вам расскажут об особенностях немецкого рынка труда, помогут составить резюме, профиль LinkedIn, подготовят к интервью, словом, сделают все то, что значительно ускорит ваш процесс найма на работу в Германии. Ну а если у вас на руках уже есть job-offer, в Transparent Hiring помогут оформить рабочую визу, соберут необходимые документы, забронируют прием в посольстве и подскажут, как перевести членов семьи. Самый актуальный вопрос после получения визы – это поиск жилья. В Германии, если кто не в курсе, это отдельный челлендж. В Transparent Hiring за вас составят вдохновляющие письма арендодателям, помогут собрать необходимый пакет документов и подскажут, на что обращать внимание при составлении договора аренды. При этом переезжать в Германию можно и без оффера. Если вы не знали, то существует специальная виза для поиска работы. Ее дают сроком на полгода, чтобы можно было искать работу на месте и ходить по собеседованиям. Так вот, в Transparent Hiring помогают и с ее оформлением. За плечами агентства тысячи исправленных резюме и сотни успешных кейсов по переезду. А еще комьюнити в Telegram «Германия с Инессой», где всегда можно задать волнующий вопрос и получить поддержку от единомышленников. Если вы работаете в IT или диджитал сфере, хотите переехать в Германию, но не знаете, с чего начать, то оставить заявку и записаться на консультацию в Transparent Hiring можно по ссылке в описании. Ты в Москве работала художником-постановщиком в кино. Да. Это так? Художником-постановщиком в кино. Изначально в театре. У меня, кстати, последний спектакль был в Театре нации по Достоевскому, село Степанчиково, его обитатели. Мы делали с Марчелли. И там и костюмы, и декорации, и видеоинсталляции. И Женя Миронов дал мне тоже возможность все попробовать и все сделать, как я хочу. Ну, в общем, наверное, мне везло, да, с проектами, с людьми, с которыми в творчестве удавалось как-то сотрудничать. И выставки делаю как, художник. Это была успешная карьера.
Ты знаешь, но я думаю, что это по ощущениям она как раз выходила на ту самую коду, которую я, наверное, для себя видела. То есть приходили уже и по объему, и по задачам те проекты, о которых я мечтала. Вот мы сняли фильм «Панические атаки» с Иваном Твердовским. До этого 2 фильма было с Аней Меликян. Большой проект сейчас в работе, постпродакшн, который мы с Рыжаковым сняли по Астафьеву. И я очень жду этого проекта, потому что это с моей стороны самая большая работа в кино, где все с нуля построено, придумано и сделано. Очень важный был для меня проект. Сейчас мы делали выставку Балабанова. Я делала наполнение всех пространств, потому что было важно, чтобы это был художник кино, который делал бы наполнение. То есть совместно с «Планетой 9» они делали архитектуру, а я делала сами инсталляции. Но там вообще с началом войны эту выставку заморозили, и какое-то время мы думали, что ее не будет. А потом, наоборот, решили сделать, и Сильянов, и Надя захотели, наоборот, об этом поговорить, потому что взяли работы Балабановой, как-то вывернули не в том направлении. Мне кажется, стали транслировать. Нет, все было хорошо. Я имею в виду в плане работы, проектов и людей. И идеи уезжать из России у тебя не было? Нет, у меня вообще не было никогда такой идеи. Для меня это трагедия с точкой невозврата. Для меня это обрушилось настолько, что несовместимо физиологически просто со мной. Когда это случилось все 24 февраля, я была вообще в городе Салехард на съемках в тундре. И у меня не было интернета, и я в обед попадаю в город, и мне звонила дочь Василиса и говорила: мама, началась война, мы с Максом, вот с парнем, уезжаем. И с его мамой. И папа против, помоги. И я в результате какими-то там звонками уговаривала, чтобы он снял деньги, дал, там, отправил, помог. Когда я вернулась со съемок уже в пустую квартиру, потому что мы жили с ней как раз и с Максом, распахнутые вот эти вот шкафы, разбросанные вещи, зима, вот этот гололед и темнота какая-то абсолютная. Все. Это дальше был мрак. Узнала, что такое выть от отчаяния. Я думала, что это какая-то фраза такая образная. Но в моем случае это оказалось просто катастрофически больно. У нас был дом на Украине, на хуторе близ Диканьки, в Шишаках. Называли его местный «Черный дом на горе». Всегда был полон народу, все дети у нас там столовались и так далее, и так далее. У меня была вышиванка 19 века. В общем, я решила, что я надену эту вышиванку и пойду на Красную площадь с самосожжением. Какой-то акт протеста. И я рухнула на улице и сломала себе крестец. И потом 1,5 месяца пролежала прикованная одна в квартире и подумала очень серьезно обо всем. Я поняла, что я не хочу быть частью этого, не хочу быть жертвой. И продала квартиру в Москве, в центре, на Лялиной площади. И погрузила все свои вещи в фуру, села на машину и приехала в Армению. Я ехала в пустоту. Абсолютно. Единственное, что я, перед тем, как сюда поехать, я приехала, подала на гражданство. У меня мама армянка, и мне одобрили паспорт, и я знаю, что он будет в какой-то момент. Просто уже приехала, не понимая ничего, никуда, ни зачем. Просто даже без понимания, где я буду ночевать в точке финальной. Что было дальше? А дальше тоже было интересно, потому что, наверное, если ты честно с собой живешь и правильно какие-то формулируешь вещи, то и открывается что-то новое. 10 лет назад я познакомилась в Москве с Завеном, друг общий был в компании, он технический директор был больших театральных всяких ивентов, мероприятий, где он мне влюбленно писал там несколько месяцев, и я, напуганная его напором, не отреагировала на это, на все. А спустя 10 лет, когда я переезжала на машине в Верхний Ларс, у меня заработал Инстаграм. Я просто гордый человек. Я закрыли Инстаграм, я не буду им пользоваться. Не стала пользоваться VPN-ами, то есть, перестала вообще этим. И он увидел у меня спустя 10 лет зеленый ободочек и первый раз спустя 10 лет написал, Джагарова, а ты вообще как? Я говорю, я еду в Армению. Он говорит, как едешь в Армению? Я говорю, вот на машине еду сейчас, проезжаю в Грузию. Он говорит, а где ты будешь жить? Я говорю, я не знаю. Он говорит, слушай, у меня квартиру я снимаю там в центре 3-комнатную, можешь у меня остановиться?
Я говорю, я не одна, я с другом, мне помогает вот друг машину перегонять. Он: с другом приезжай. Мы с другом приехали. И приехали, остались у него. И в результате этого образовалась наша какая-то вот история любви на этом, где мы решили, что мы хотим жить при этом еще и в горах. И купили тут какие-то гаражи, дома, и постепенно их перестраиваем. Я это все рисую, а Завен строит. Класс. Получается, он тебя 10 лет ждал? Да. Ой. Дождался. Ну, это правда так. Я говорю, слушай, Завена, а когда ты так в меня успел влюбиться? Вот так вот безумно. Он говорит: Джагаров, я уже 10 лет тебя люблю, ты о чем вообще? Я говорю, а где это? Как это? Я просто забыла эту переписку даже. Он говорит: открой. Я открыла это. У меня был удален с Facebook еще с коронавирусом. Меня бесили все эти стонания там километровые текстом. Вот. И я скачала Facebook, открыла нашу с ним переписку. И там последнее от него сообщение было, что наши пути все равно сойдутся, я это знаю, я так хочу. И все. Последняя строчка. Я даже так обвела, по-моему, кому-то там отправила, маме, по-моему. Я говорю, посмотри, это безумие какое-то. У меня семья здесь, семья очень хорошо тоже адаптировалась. Жена у меня тоже искусствовед, археологией тоже занимается. В музее-заповеднике была руководителем выставочного отдела. Здесь она тоже активно включилась. Она тоже реконструирует древние костюмы. И здесь она делает сейчас костюм женщины местного бронзового века. 2 сына у меня, одному 9 лет и один маленький еще совсем, 2 с небольшим. Сейчас это такой пример перед вами успешной и пока еще неуспешной адаптации к эмигрантской жизни. Археологи оказались очень востребованными товарищами. Прикол, да? А телевизионные режиссеры нет. Ну, я бы сказал, что, в принципе, еще до войны мы планировали ехать, двигаться дальше и карьерно. И меня пригласили к сотрудничеству Георгий Матвеевич Дерлугян. Он меня приглашал еще до всего этого сотрудничать с Нью-Йоркским университетом Абу-Даби. Но в России были проекты. Последний был очень важный проект, который я хотел довести до конца. Это вот как раз «Колесница», реконструкция колесниц бронзового века, фильм, который снимал Дима. Вань, ну хорошо, но вот война и археология, это, в общем, вот так находится. Я понимаю, там телевизионная режиссура, да, когда ты работаешь на телевидении, ты так или иначе идешь на компромисс с текущей повесткой, с пропагандой. Ну, к сожалению, нет. Ну а как? То есть ты же не можешь, занимаясь раскопками бронзового века, там еще их выкладывать, эти черенки в Z? Как раз проблема в том, что история активно используется в пропагандистских целях. Один пример приведу, что то есть на Южном Урале и Северном Казахстане в бронзовом веке были найдены остатки колесниц, которые из археологически известных являются древнейшими в мире, вот именно комплексом найденных. Мы их реконструировали, там воспитывали лошадей, делали упряжь, ездили на них. Все очень интересно. И у меня брали, естественно, много интервью. И одно из интервью, смысл такой, что мы очень хотим рассказать об этом явлении, как вот таком древнем прорыве в военном деле. Я, естественно, рассказал. Это действительно была веха в развитии военного дела. Потом эта статья вышла примерно с заголовком там «Русские колесницы» и так далее. Я связался с журналистом, сказал, ну, я разве где-то говорил, что русские колесницы? Мне сказали, нет, ну я нигде и не сказал, что это ваша прямая речь. Когда ты даешь интервью российской газете на эту тему, Такого ты должен очень много. понимать, да, что Очень много. в принципе это в этом ключе и будет подаваться. Ты волей-неволей становишься соучастником этих вещей, потому что это очень мощный пропагандистский ресурс в своем потенциале. Вы сказали, что археология далека от войны, но на самом деле нет. Я как раз исследователь военного дела. Я считаю, что мы делаем это для того, чтобы изучить агрессивную природу человека, для того, чтобы осознать это, потому что каждый раз происходит циклически то же самое. Бронзовый век, кажется, он очень далеко. Но в бронзовом веке сложилась первая мировая экономическая система, была первая глобализация, и были ровно те же самые проблемы и коллапс бронзового века. Людям всегда кажется, что они живут в какое-то принципиально иное время, с какими-то принципиально другими новыми процессами, но в реальности это все было. И как раз задача ученых
получить этот прогностический потенциал истории и популяризировать его, чтобы он был как у можно большего числа людей базово заложен в аппарате их критического мышления. Когда ты это знаешь, ты уже так просто не будешь вестись на какие-то манипуляции. В топе сытный цыпленок, жульен и нутелла-банан. Нутелла, банан, боже, это так калорийно. Ну, Блин, бармак – это местная экзотика. да. Каза – это вот конская колбаса. Вау. В кишке коня туда... Так, ну, продолжай, я потерплю. Было тяжело, кстати, учиться этому всему. Мы учились по видео тайских дедов всяких, которые делают в Таиланде блины. С нуля, по сути, всему обучались. Александр приехал, новый лайфхаки рассказал, что нужно бананы заворачивать как-то там, чтобы они не чернели. Я не знал об этом. Как? Хвостик типа в пакет заворачивается, да, там резинкой перетягивается, и они не чернеют почему-то. Это второе открытие после колбасы в моей жизни. Сколько вы уже здесь находитесь, получается, 1,5 года? Да? В принципе, все похоже. Проще, что язык, ну, русский, это вообще супер лайт. Ну, с работой, соответственно, то же самое. Неплохо вроде идет. Я додумал, конечно, просто что-то интересное, не знаю, куда-то посмотреть что-то. И как такой пинок под зад небольшой получился, и я подумал, ну, а что, когда еще? Почему Казахстан? Да у меня, честно говоря, заграна не было. Но и здесь сказали, что русский язык. Ну еще то, что друзья сюда позвали. Вот. Так бы я один бы не поехал бы куда-то там. Я слышал истории. Люди брали одни там что-то там в этой очереди. Я просто как-то за вот это веселье погнали. Ну и все в Казахстан поехали. Так и выбрал. Так-то мы хотим в Испании жить на берегу моря со своим виноградником. Да нет, это все... Нет, Что, это ты не не про хочешь? нас. Вы что, мы за идею. Да почему вы поехали-то все? Все поехали, все испугались. Ну, там был вот друг, он из армии, да, вернулся. И он мне звонит такой, надо ехать, надо ехать. Я такой, да что ты, нормально. Я в день мобилизации не знал, что такое мобилизация. У меня все друзья были в шоке. Я такой, да что вы, что это? Но мне потом сказали, я, да, немножко стало как-то не по себе. Я Россию люблю как страну. Вот. И ну, я, конечно, хочу вернуться туда в какое-то время. И не в том формате, что я прям хочу туда вернуться и жить, но в любом случае хочется посещать иногда свою страну. Скажем так, пока больше минусов, чем плюсов в возвращении. Какие? Обстановка мировая, вот. А из плюсов, как бы тут свой бизнес, уже куча друзей, знакомых, вот. Новый опыт. Я никогда в жизни не думал, что я столкнусь типа с тем, что нужно сдавать налоговые отчетности, бухгалтерию вести, всякую такую штуку. Но мне в целом нравится с числами работать. Тёма, Саша, это ваш бизнес, точнее его руины. Как это называется? Называется оно незатейливо «Интернет». Это было интернет-кафе, я бы сказал. Выглядело это примерно вот так, только чуть-чуть Более- упорядоченнее. Да, люди, разумеется, не садились на ножки столов, а садились за столами. Хотя кое-где практикуется такая посадка, но здесь у нас кухня и как бы касса барная, стойкая и импровизированная. А здесь работали вы вдвоем? У нас была целая команда поваров. Кормили, получается? Да, у нас это не просто кофейня, это кафе Оу, с кухней. какой-то потерянный апельсин. Вы нашли, да, как много людей потерянных в данное время, вот апельсин тоже. Еще осталась, я смотрю, мука. Это не мука, это глютен. Пшеничный белок, из которого много веганских интересных штучек делается на самом деле. Да, у нас Кафе еще было веганское. под звездочкой, да, у нас было еще веганское кафе. В этом, возможно, и наша
То, что мы закрылись в Армении, открыть веганское кафе довольно смело и авантюрно, но мы на это пошли. Почему кафе, почему веганское? И тогда, как следствие, почему все это развалилось? Мы хотели сделать такое пространство, в котором человек может почувствовать какую-то взаимосвязь себя со всем остальным, поймать какой-то connection с реальностью, в которой он оказался, с этим пространством, с самим собой, с людьми вокруг, с той едой, которую он кушает, как это отражается на его настроении и мыслях, и что он потом после этого делает. Да, как бы какой вот этот добрый Wi-Fi он тут сможет как бы подключиться к нему и раздавать. И как бы почему кухня такая, какая она стала, она вытекает из этого всего. То есть это та пища, которую мы считали, что будет способствовать вот этому подключению, коннекту. Это на самом деле очень простая, легкая пища. И уже там в какую-то 4-ю очередь она веганская, просто потому что так уж выходит, что веганская пища она в большей степени отражает все эти вы сами веганы? штуки. Мы в хорошие периоды своей жизни больше... Мы не веганы, мы лактовегетарианцы. Но на самом деле, какая разница, кто что как бы кушает, это выбор как бы каждого. У нас кафе больше про вот это какой-то connection, чем на самом деле про еду. Мы бы с удовольствием никому не рассказывали, что все, что вы тут едите, это веганская пища. То есть, если кто-то там приходил, спрашивал, какие вкусные колбаски, точно они веганские? Я говорю, нет, с бараниной. А почему все навернулось? Есть передача у Михаила Козырева, да, там как все навернулось. Мы как раз девиз этой передачи – это про наше кафе. А на самом деле, мы, наверное, немножечко не рассчитали, так как мы не бизнесмены, у нас нет опыта работы в общепите, у нас полностью были вообще другие профессии, другая жизнь, но мы решили немножко попробовать себя вот в этом бизнесе общепитном. И немножечко прогорели, но все замечательно. Если отвечать на вопрос, почему все навернулось, я бы сказал, почему бы и нет. То есть, вот мы попробовали впервые в жизни открыть кафе, но надо попробовать и закрыть кафе впервые в жизни. Почему? Может быть, оно не затевалось изначально для того, чтобы процветать в плане какого-то заработка. Мы, собственно, переехав, подумали, и сменив полностью лайфстайл, думали, чем бы мы могли заняться и что нам здесь не хватает. И мы подумали, чем бы мы занимались. Мы бы сидели в кафе и читали книжки, пили кофе. Вот это замечательное занятие. А походив по местным заведениям, мы как-то не нашли такое заведение, в котором полностью состыковалось бы все вот наши хотелки, желания по интерьерам, по вайбу, по еде, по какому-то медитативному состоянию. И подумали, что, значит, если нет, значит, надо самим открывать. И решили открыть. В принципе, почти все, что мы в этой жизни делали, руководствовалось вот каким-то этим. Если этого нету, а хочется, надо это, значит, делать самому. А кто приходил к вам, иммигранты или местные? И те, и другие. Иммигрантов, естественно, больше, но местные тоже приходили с большим интересом. А самое главное, им нравилась очень еда, кухня и веганская. Веганы и невеганы приходили все и были счастливы, как называется. Мы отработали в ноль на самом деле. Единственное, что мы, открывались полностью на свои деньги, никаких сторонних инвестиций не привлекали, и они у нас закончились. У нас была полная посадка, и, в принципе, по бизнесовому он хорошо себя показал. То есть отработать в ноль в первый день для общепита – это на самом деле очень классный показатель. Проблема в том, что этот ноль – это и есть ноль. У нас не хватало вольтажа, допустим, чтобы всякие печки у нас крутые работали. Мы пошли в электросети протягивать кабель. Это стоит, нам сказали, одних денег. И в смете вот этот момент подвода трехфазного кабеля, он был как что-то незначительное, даже не внесенное. Нам сказали, это стоит 500 тысяч драм, не больше. Оказывается, за это время были приняты какие-то законы в Армении, что действительно потом нам звонят обеспокоенные прорабы, говорят, знаете, мы вот сейчас разузнали, это уже стоит 1 000 000 драм. Мы такие, это нам уже бьет по карману, это уже мы заходим в эту подушку, которая у нас на работу кафе в первые месяцы. Потом мы приходим действительно в эти электросети, очень долго вообще добиваемся того, чтобы нам разрешили это проводить. Мы приходим заключать договор, а там цена 3 миллиона с чем-то драм. То есть в 3 раза дороже даже той суммы, которая уже была для нас овер. Вот это был один из таких кризисных моментов, когда мы уже сидим, думаем, все, мы ничего не открываем. Может, мы не открываемся вообще? Просто нету шансов это сделать. Но в такие моменты все равно мы себя как-то пересилили, перепридумывали что-то. Мы придумали сделать газ. Это все равно стоило больших денег. В общем, было много таких ситуаций, когда кафе могло не открыться вообще. Неожиданные, факапы. Мы их закрывали этой какой-то подушкой безопасности. Мы решили, давайте просто уже откроемся и посмотрим, что будет. Открылись, посмотрели, что будет, вышли в ноль, классно.
Но денег не осталось, как бы выгоднее просто оказалось не работать, чем работать. Сколько примерно людей приходит в день? Ну, чеков 50, наверное, мы делаем, 50 заказов. В последнее время получше стало. Вот. Мы переработали меню, ввели супчики, обеды. Вот, местные все ходят, говорят спасибо большое за супы, хотя бы начали есть жидкое. До недавнего времени у нас, в принципе, выходных не было. Месяца 4 точно без выходных отработали. С учетом того, что там Вася на медиапространстве там пытается, в Инстаграме что-то делал, я делал с документами, с закупом продуктов, и параллельно еще здесь смену отстаивали. Сколькичасовой рабочий день получается? 12. 12. Было 13, но мы решили, мы подустали. Отдохнуть, да. А когда у вас выступление в стендап-клубе, то... Ну, там же я записываюсь на всякие там микрофоны, и оно, узнается там не сразу. Вот. И пишут там, вот сегодня выступаешь. Я такой, Макс, надо все, отпустить меня, и нормально. Ну, тут в целом можно одному справляться. Главное, обед отработать вдвоем. Выступление обычно там в 10 часов вечера, то есть уже под закрытие, под наше. А вы же по образованию сельский учитель? Ну, как сельский, просто учитель. Просто учитель. Учитель географии, да. Учитель географии? Да. Как мне тогда предложили, скажем так, предложили очень невыгодные условия для работы в школе, по-моему, которые потом еще и немножко подсократили эту школу. Ну, не совсем закрыли. Ну, а предложили в село ехать или в город? В село. Но в итоге я остался в Ульяновске и ушел работать в газету «Жизнь». Ну, на тот момент она уже была в Москве, а у нас был филиал. И что там нужно было делать? Писать, в основном новости. Тогда как раз только появился Life News. Вот это мое первое место работы. Но в этом же на первом этапе не было пропаганды. Да, насколько я вспоминаю, не было практически. Оно, конечно, не было и оппозиционным его не назовешь, но оно не было пропагандистским. То есть в 2008 году, когда туда пришел, это был по большей части сайт происшествий такой. А где этот момент, когда ты работаешь в издании и занимаешься чем-то вообще никаким образом не связанным с пропагандой? В какой момент в это приходит пропаганда? Наверное, в момент, когда я пришел в «Комсомольскую правду». Там, наверное, сначала пропаганды было тоже меньше намного, но потом же как раз начались митинги. Я проработал там 2 года, и когда я увольнялся, я написал ребятам, оппозиционерам нашим ульяновским, что, ребят, я типа из КП ухожу, все. И из Левого фронта, по-моему, ребята написали, типа, жалко, кто про нас теперь будет писать. Насколько я понимаю, что им было не важно, как про них пишут. Было важно, что про них пишут в принципе. То есть в «Комсомольской правде» у вас уже появляются какие-то флажки. А чего нельзя? Ну, это же любимая газета Путина. Естественно, Путин был... Слушайте, а кто сказал, что «Комсомольская правда» любимая газета Путина? А помните рекламу, даже с Путиным? Вот в «Комсомолке» говорят. То есть редакция считала, что это любимая газета Путина, и не надо его расстраивать? Ну, его вообще никак не трогали. То есть запретной темой был на тот момент именно он. Ну, и понятно, что не особо хвалить оппозицию. Меня в какой-то момент удивило, что мне дали задание освещать русский марш. Я офигел. Да, такая же реакция была. Что, серьезно, что ли? КП идет на русский марш? Сходил, написал, да. Репортаж ушел. А что было дальше? Потом я работал на местном сайте, и потом я 8 лет проработал в Народной газете. А что значит «Народная газета»? Ну, у нее название такое. Потому что ее создал Совет народных депутатов в 1991 году. Я писал как раз-таки про социалку, я писал про сельское хозяйство, про медицину. В 2021 году я ходил на митинги Навального, но, естественно, не как участник. Как журналист? Ну, как пропагандист, в принципе. Но при этом до войны нам многое позволялось, больше, чем, наверное, даже чем коммерческим изданиям каким-то. Ну, то есть мы могли критиковать даже больше. Такой вот парадокс. У коммерческого издания есть рекламодатель. Рекламодатель может быть в том числе от мэрии, может быть от того же губернатора, от главы республик, там могут быть что такое. А в нашем случае, то есть они же нам не рекламодатели. Да, учредитель наш – это глава области. То есть мы не можем ругать верховную власть, совсем верховную, и вот его. А по остальным, в принципе, ничего нет. Ну, а когда вы идете, допустим, на митинг Навального, у вас есть какое-то редакционное задание? Найти, вскрыть, обличить? Найти, вскрыть нет. Обличить, наверное, скорее поругать. Я значусь там фотографом, в первую очередь.
Потому что, да, именно фоторепортажи были. Я сам туда, на самом деле, записывался, типа, посмотреть, типа, ну, чтобы увидеть воочию. Я не совсем понимал, чего хотят люди добиться вот этими просто прогулками. Вы пришли на площадь, вы ушли с площади, и мы хотим, чтобы нас услышали. Ну, хорошо, вас... Мы даже видели, как губернатор вас увидел из окна, потому что вот так мы стояли, и он смотрел в окно на всю эту площадь. И у меня после всего этого оставался вопрос, и чего? Ну, и чего? Блин, мы так уже сколько лет ходим. И вышли, погуляли, привет, разошлись. И все. Я, конечно, по заданию я должен был ругать, по зову души я должен был быть солидарен, но у меня оставалось глубокое непонимание. То есть я не скажу, что этого не надо было делать. Да, выходили и показывали, что есть масса недовольных. Но я не видел результата. То есть цели какой-то я не видел. Освободить Навального? Не, ребят, Навального бы не выпустили. Все равно бы его. Вот после просто прогулок в этой стране, в той стране, никого не выпускают. А что надо было делать? Не скажу. Ваша жена Настя. Вот этот разговор о том, что первое, вы пойдете на антивоенный митинг 24 февраля. Второе, что вы уедете. Это очень сложный семейный разговор. На этом семьи ломаются. Как это было у вас? Ну, мою антивоенную позицию она давно знала. Как бы то, что на митинг, оно ее не удивило. Я 24-го пришел на площадь, я думал, что там будут люди, но там не было никого. 27-го я вышел, в воскресенье, получается. Это было 50 человек. Вот. Причем интересный момент, что она знала, что штрафы за такие митинги подняли уже до 10 тысяч, а я думал, что 3. То есть она меня отпускала, зная, на что я пойду, насколько может, так сказать, пострадать наш семейный бюджет. А какая у вас при этом зарплата в тот момент? Будет в районе 35 тысяч. Это так. Ну, то есть треть зарплаты. Да. А по поводу отъезда, первый разговор был как раз-таки в поезде, когда мы возвращались из отпуска. Потому что такая была грустная шутка. Может, надо было ехать не из Челябинска в Ульяновск, а из Челябинска в Казахстан, потому что он рядом. Вот. Я служил в армии. Я служил в ремонтно-восстановительный батальон. Это те, кто занимается восстановлением техники. В военном билете у меня записана довольно нужная специальность – аккумуляторщик. За 2 недели до войны мне позвонили из военкомата и спросили, не хочу ли я записаться в резерв. То есть я не очень с большой вероятностью мог действительно попасть на фронт. Вот. Нужен ли жене моей такой человек, такой муж? Наверное, нет. И она мне это объясняла, что нет, ей нужен живой, пусть в Казахстане. А у вас день рождения какого числа? 30 сентября. То есть это через неделю после объявления мобилизации? Да, через 9 дней. В поезде узнал, что мобилизация началась. И мы были в Башкортостане в это время, где-то там по дороге с Челябинска в Ульяновск. И реально такой, типа, так, и что делать? Что, как? Я решил, что я поеду в деревню к родителям, помогу дрова колоть. Поехал дрова колоть. Уехал потом уже 4 октября, когда ко мне с повестками пришли. Я дверь не открыл, естественно. Я сидел на больничном, и ко мне каждый день кто-то приходил и звонил в дверь. И немножко было, как это, говоря языком гопников ульяновских, стрёмно. Реально, я понял, что такое стрёмно. Это когда ты сидишь, по телефону разговариваешь, а тебе в дверь стучат, и ты уходишь в дальнюю комнату, чтобы тебя не услышали. То есть я утром как раз собираюсь с больничного выписываться, мне звонят в домофон, я подхожу, смотрю ради интереса в глазок и вижу 2 мужчин с листочками в руках, которые обзванивают все остальные двери. Вот. А просто на лестничной площадке жили семейные люди, и там были мужчины, примерно плюс-минус моего возраста, 30 с копейками. Тут стало уже не просто стрёмно, я понял, что действительно как бы это не просто сантехник приходил. Привет, 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 привет. Да ладно. Привет. Это Мара, Майла и где-то еще Лаки. И Лаки. Здесь у нас будет наш дом. Завен здесь сделал такие вот
место, чтобы можно было летом звать наших каких-нибудь друзей, устраивать кинопросмотры. Лаки, фу, нельзя. Это мастерская Завена, где и сварные, все и столярные штуки. А сверху летом Завен мне сделает светлую просто из, с прозрачными стенами какой-то, куда можно будет поставить и гончарный круг. Вау! Ну ладно, хорошо. Мы делаем все своими руками. Я хочу перепридумать для себя какой-то культурный код. Я хожу тут по музеям. Мы там купили сейчас мне пресс. Я буду делать плитку керамическую, надеюсь, посуду, какие-то еще вещи. Нашла тут натуральные всякие местные колеры, пытаюсь с ними экспериментировать. Тоже там с точки зрения материалов мы, например, снаружи дома покрыли перлитом. Это вулканическое стекло, которое в строительстве в старину в Армении использовалось. Им заполняли в храмах простенок. Это самая лучшая теплоизоляция. То есть до 900 градусов у него степень. Плюс пористость, очень легкий. И он не используется здесь вообще. Вот мы методом эксперимента с Завеном разработали состав, покрыли сейчас эти дома. Это были вот такие голые стуфы стены, без крыши, без окон, без дверей. Абсолютно такой каркас, скелет. И все. Это дом, где никто никогда не жил. То есть его недостроенный, просто он стоял такой калека. Завен сам сделал двери. Из фанеры, например, мебель продолжает какую-то делать, еще что-то. И живя здесь, это потихоньку будем все создавать. Скучаешь ли ты по прежней своей жизни? Я скучаю по людям очень сильно. Очень многие уехали, в основном. Все мои близкие люди уехали, все живут в разных концах света. И вот впервые после Нового года смогла моя дочка сюда приехать, потому что это безопасно. И ее папа приехал, и моя мама, и дядя. И как-то мы здесь собрались. И вот была еще мама Завена жива. И она мне сказала: Катя, спасибо за семью. Для меня какая-то миссия, наверное, что-то создать дом, куда все мои близкие и друзья смогут приезжать и почувствовать этот дом рядом со мной. А вот эта вот профессия, чувство комфорта, деньги, востребованность, оно не тянет назад? Я в какой-то момент убрала с WhatsApp свой московский номер, потому что мне с момента, как я уехала, сначала каждый день, потом раз в неделю, потом раз в 2 недели предлагали работу. И это было, конечно, искушение. Испытание. Потому что каждый раз я отвечала, но внутренне это было практически отчаяние от того, что я отказываюсь от работы, которой на самом деле я жила всегда. И для меня это всегда было самое главное. И очень сложно перестроиться. Хочется пересобраться немножко и выучить язык. Что если здесь работать, то говорить на армянском языке. А он оказался очень сложный. Тут по-другому, да, в Армении время течет вообще? Да. Да? Время по-другому течет, конечно. Тут, тут южно, более расслаблено все, конечно. Но надо сказать, что если мы все-таки в археологическом заповеднике, конечно, материал тут богатейший. В этом смысле я бы сказал, что у меня произошла иммиграция из провинции бронзового века, из периферии, ближе к центру мир-системы. То есть я, как человек бронзового века, переместился ближе к центру. А вы себя как считаете? Релоканты, иммигранты, понаехавшие? Кто вы? Мне больше нравится иммигрант. А я человек, живущий на земном шарике. Тоже верно, да. Согласен. На тот момент разрыва с Россией, он все еще чувствительный или уже нет? Для меня нет. Я не чувствую никакой, я читал, что тебе потом начинает сниться Россия, ностальгия и так далее. Я никаких таких чувств не испытываю вообще. Там же много осталось людей, с которыми мне будет, наверное, сложно общаться. Я очень часто, на самом деле, об этом думаю. Что я надеюсь, что однажды я в Ульяновск вернусь. Как мы будем искать общий язык с этими людьми? Как? Не знаю. Я пока не придумал. Особенно с теми, кто прямо в такой радикальной форме поддерживает войну. А среди ваших знакомых и близких знакомых такие люди есть? Да. Люди, которых я друзьями называл. Да. Больно вам было все это узнать? От одних людей нет. То есть они откровенно Путина поддерживали и политику, в принципе, всю российскую. А от некоторых, да, неожиданно. И о встречах с этими людьми я, наверное, так стал
чаще рот на замок закрывать, потому что реально стало уже как-то... Подумал, я тебе сейчас слово скажу, а я не знаю, куда это слово улетит потом. Ты же весь такой искренний, весь такой с горячими глазами. Кто его знает, куда эти глаза его уведут. Помимо того, что ты расстался с родиной, ты расстался с профессией, которую любил. Совершенно верно. Это болезненно? Знаешь, я был к этому готов. И для меня нет никакой проблемы вот такого вот, профессионального дауншифтинга. То есть я в Грузии там работал на стройке квартиры, например, и пришел, поработал физически, получил свои деньги, ушел. А то, что я не работал телевизионным режиссером, они тут не нужны. Вот и все. Не соглашусь, потому что мы сейчас ставим тут археологические эксперименты и снимаем про них тоже фильмы. Он режиссирует? Как вы думаете, кто режиссирует? И каждый раз это очень помогает. Как вы думаете, как хорошо это оплачивается? Так что нет. Я пока даже ни с кем не контактировал, потому что, честно говоря, вот такое ощущение немножко, седативное. Такое, ты все-таки помни себя там в Москве, да, какой ты там был энергичный и брался за кучу работ подряд. Здесь я все-таки пока не обладаю такой энергией, чтобы что-то искать, с кем-то встречаться, куда-то пробиваться и так далее. Депрессию никто не диагностировал, но я думаю, что что-то подобное, да, есть. Но с этим можно жить без проблем. Какое-то время, по крайней мере. Ты когда в горы? По-моему, 9 или 10. А ты там не замерзнешь? Нет, конечно. Я уже привык. Я горный человек. Я люблю горах. Я не люблю город. Я родился и я понял. В Ереване. Сейчас я Ереван не люблю. Что за животные будут? Бараны. Как наш Пашинян. Что делать? Так и буду кормить баранов. Зелень, да? Зелень. Меня из Армении выпрут после этого эпизода. Так, что я хочу? Извините, можно? Конечно, конечно. Вы не голодный? Не, Друзья, я вне армянской политики. Я еще хочу тут пожить. Ты что, боишься о смерти, да? Нет, я смерть. Тебя никто не может ничего сделать, потому что ты турист, ты мигрант, тебя ничего не делает. Когда ты стал навальнистом? Слушай, мне даже не нравится это слово, но ты можешь быть сторонником процедуры, если Навальный выступает за строгое соблюдение этой процедуры, значит, ваши интересы совпадают, да. В этом смысле, конечно, навальнист. Можно и так сказать. Но когда вот эти взгляды сформировались? На телевидении трудно сохранять работу, когда ты имеешь другие взгляды и имеешь доступ к эфиру, и как-то трудно быть так, чтобы не пропихнуть пару своих взглядов в своей работы. Ты знаешь, это сложно, наверное, если ты работаешь журналистом, да, и отвечаешь за содержание. Все-таки, когда ты работаешь режиссером и отвечаешь за форму, это немножко проще. У тебя больше пространства для работы, потому что ты не отвечаешь за содержание, и ты не... у тебя нет вот этих вот постоянных компромиссов. Тебе, может быть, такое самоутешение, да, тебе нужно снять красивую картинку. И ты ее снимаешь, но при этом ты должен отдавать себе отчет, что это... красивая упаковка, ты не должен какашку в нее заворачивать, да, все-таки там должно быть внутри что-то съедобное. 2019 год, в этот момент работаешь на канале «Доктор», но параллельно со своей работой, вне связи с ней, ты выходишь на митинг за Навального. Да. Не за Навального, а против фальсификаций на выборах, насколько я помню.
хронологически было 2 задержания. Так. Одно административное, когда меня на Тверской задержали у здания мэрии. Это было первое задержание. 27 июля оно было. А вот где-то уже там 10 августа ко мне пришли домой арестовывать меня по обвинению в организации массовых беспорядков. То есть это были там 5 или 6 человек. Все серьезно. Это уже был такой, как я понимаю, арест по обвинению. Абсолютно выдуманному, потому что там была даже фотография чувака, который лысый и со щетиной. И вот только 2 этих сходства было. Все остальное, это был просто другой чувак. И меня обвиняли в том, что я в этот день был на Тверском бульваре, хотя если бы у них просто было какое-то, приложили какое-то минимальное усилие, они бы просто выяснили, что я в полиции, в участке был в этот день по вот этому административному задержанию. Но поскольку не было никакого желания, нужно было посадить любого. Вот где любой? Ну, лысый со щетиной, ну окей, сойдет и этот. Вот и все. Тебя арестовывают, увозят в СИЗО. Там лишают инсулина, потом в наручниках в СИЗО, потом и мне говорят, если будет плохо, стучись. А на следующее утро понятно, что сахар у меня уже высокий, я просто чувствую это, знаешь, такой ацетон на языке. Когда он больше 20, ты уже начинаешь это ощущать. И я чувствую, что сахар высокий, и говорю, все, везите меня, мне плохо. Если бы ты умер вот тогда в СИЗО, там, если бы они чуть медленнее тебя забирали, чуть медленнее ехали в реанимацию, оно того стоит? Ну, сложно себе представить, чтобы я там умер. Но я понимал, что если меня осудят и увезут в колонии, то там мне с высокой вероятностью кранты, потому что там не будет того инсулина, который мне нужен, и мне его там не дадут. И длительная декомпенсация – это куча осложнений и весь набор. Знаешь, да, что 95% ампутированных ног – это диабетики. Как тебя выпустили? Ну, в этот день, в воскресенье, состоялся суд. Причем, я так понимаю, что этот суд был просто по указанию администрации президента, потому что судью в выходной день вызвали в суд, и она там все обвинения просто отмела и говорит, освобождайте. Ну, так не бывает. А кто помог, ты знаешь? Ну, есть 2 лагеря, которые как бы за меня боролись. Это телевидение. Все-таки «Доктор» – это канал, который принадлежит ВГДРК. И я, такой вот весь из себя оппозиционер, работал на государственном телеканале. Они как-то за меня поручились, что типа, да это наш парень и все такое прочее. А с другой стороны, я все-таки думаю, что это врачебное сообщество, которое все-таки нагнало такой тревоги, что отек мозга, что может умереть. Потому что понятно, что если у людей там цель просто посадить определенную группу людей, чтобы запугать всех остальных, это одна цель. Но если кто-то там дает дуба, то это как бы не входит в план. Так разумно, если. Ну зачем? Это такой скандал еще больший. И мне кажется, что это просто не входило в планы, поэтому меня выпустили. Просто десятки заключенных по тем летним делам о митингах до сих пор сидят. Почти все, да? Я вот такой везунчик был. Меня уволили за то, что я написал фейсбучный пост. А я не учел, что мой фейсбучный пост читают на тот момент довольно внимательно все заинтересованные лица. И я там написал довольно неприятные слова в адрес власти. И на следующий день я прихожу на работу, и меня сразу вызвали в переговорку. Говорят, Дима, ну что ты пишешь? Все, до свидания. Но мне выплатили зарплату, так что как-то со мной очень тактично распрощались, но решительно.
Уезжали мы довольно забавно. Так случилось, что наш отъезд действительно совпал примерно с той же ситуацией, когда все вдруг почему-то решили уехать. Тогда просто купить билет на самолет и улететь была сложность. У нас были знакомые, которые на велосипедах пересекали границы, все такое прочее. Агрегаторы все легли, купить билеты на авиасейлс. Не вышло. Не вышло, и мы ходили просто по ламповым авиакассам к тетушкам. И где-то в кассе 3 нам сказали, есть 2 билета до Стамбула. Мы такие, ну ладно, берем. Ой, извините, это Ставрополь, я перепутал. Мы такие, ну ладно, наверное, все-таки как-то остаемся. Она говорит, ну давайте я вам перезвоню, если что-то вдруг появятся какие-то билеты. Мы подумали, что это просто какая-то вежливость. Конечно, нам никто не позвонит, но где-то на полпути до дома нам действительно перезванивают и говорят, до Еревана сдали 2 билета. Просто в последний момент. Мы такие, Берем. ну берем. Вот, и оказались здесь, в Ереване, на 2 дня, потому что у нас много корней. Там есть и итальянцы, и греки, и грузины, и украинцы, и много кого еще есть. И, разумеется, есть евреи. И у нас изначально был план по уму, рационально репатрироваться в Израиль. Но с Израилем у нас не сложилось какой-то взаимной любви. И где-то через 2,5 недели нам показалось, что вот эти 2 дня в Ереване по сравнению с этими 2,5 неделями в Тель-Авиве нам были гораздо ближе. Как-то по вайбу, и мы просто не стали даже дожидаться визита к консулу и вернулись сюда. А вы были хорошим врачом? Я не хочу хвастаться, но неплохим, на самом деле. Где вы были 8 лет, я работал врачом в онкологической клинике, диагностировал рак и работал в мультидисциплинарной замечательной компании прекрасных врачей, и мы вместе помогали людям. Но параллельно с этим у меня какое-то, видимо, назревало внутреннее противоречие, что пошел ли я прям по призванию в медицину или по велению родителей. Я тогда пошел под назиданию отца и все такое. И у меня эти противоречия копились, несмотря на то, что мне моя работа, в принципе, нравилась, и коллеги. А папа тоже врач? Папа врач, и мама врач. У нас прям врачебная семья такая, прям династическая. Копились вот эти противоречия, и казалось, как будто что-то я упускаю вот в жизни еще, что-то вот не хватает какой-то реализации, и все вот надо что-то попробовать новое. Сменить вообще город, может быть, сменить профессию и вообще сменить все. Вот, собственно, так мы здесь, наверное, и оказались. То есть война вообще ни при чем? Война, конечно, при чем, но есть возможность, что мы вернемся в Россию. И про это, не знаю, надо ли говорить или нет. У нас там, во-первых, много родственников осталось, у меня еще ребенок. Я в разводе с своей супругой, но видеться с своим сыном мне нужно. Вот. И видеться это проще на территории все-таки Российской Федерации, нашей любимой, чем здесь. Когда меня уволили с доктора, я работаю грузчиком, гружу овощи. Мне звонят и предлагают работать главным режиссером на федеральном канале главной общественно-политической программы. По-моему, РЕН-ТВ это было «Добров в эфире». И мне выкатывают прекрасные условия. Хорошая зарплата, и там особо даже делать ничего не надо. Ну, просто следить за качеством картинки, там, операторам что-то объяснять периодически. Абсолютно такая как бы синекура, высокооплачиваемая. А я ни разу не видел этой программы. А можно я посмотрю? И они меня приводят на тракт. И там сюжет про то, что мы написали заявление на этого оппозиционера, его надо посадить за педофилию и все такое. И я такой сижу и думаю, вот тебе предложили работу. Вообще замечательно. И по деньгам у тебя все будет хорошо. Ну, ёб твою мать. Ну и в итоге я вышел, а там главным режиссером работал парень, с которым я работал еще на НТВ, он был там ассистентом. И я такой ему говорю, ты знаешь, как-то творчески я хочу двигаться в каком-то другом направлении. То есть ты не сказал по-честному? А зачем? Хорошо, а если ты работаешь на том же канале, но делаешь программу про зверей, это не компромисс, и это допустимо? Ну вот есть жизнь. И ты живешь эту жизнь в стране России, которая ведет войну. Да? Ты не можешь уехать, например. Тебе нужно кормить детей. И вот понятно, что программа, условно, «Ребятам о зверятах» идет, после нее идет Соловьев. И это как бы рядом. Только поэтому ты не можешь делать эту программу.
Если за соседней стенкой сейчас убивают человека, а ты не слышишь этого, да? Ну как ты не слышишь? Или ты не слышишь, или ты работаешь на этом же канале. Это важно. Да, может быть, ты и права. Но тогда ты работаешь и в этой же стране. Давай тогда увеличим масштаб, и это будет ровно такое же обвинение. Разве нет? Ты работаешь в этом городе, ты работаешь в этом же здании. Соловьев ходил со мной в один спортклуб. И что? Мне ему морду бить? Но это было еще до войны. А где вот та грань компромисса, на которую человек, чтобы беспроблемно существовать в России сегодняшняя, чтобы себя уважать и с одной стороны, а с другой стороны существовать комфортно? Ты знаешь, я думаю, что это всегда нервы в моменте. Вот в проекте, например, про строительство храма, мы заказываем Стрингеру один эпизод. И там прекрасный, милый прораб, который строит этот храм, который пишет стихи, замечательный человек. И Стрингер все замечательно снимает. Мне все очень нравится, я это утверждаю. А потом мне так одна сотрудница пишет: Дим, а ты видел, что у него на этой кепочке буква Z? Я увеличиваю, блин. И я просто пишу Стрингеру убрать и переснять в общем чате. То есть это уже после начала войны Да. было? В моменте понятно, что я как бы поступил как такой антивоенный человек на провоенном канале, делая проект на провоенном канале, который там Корчевников возглавляет. То есть моя мера компромисса состояла в том, что я не буду подписываться своим именем в титрах там, где есть эта буква. То есть вот начинается война, ты все равно продолжаешь работать с госконторами, в том числе и с телеканалом «Спас». Ну, во-первых, мы накопили деньги, потому что я работал на 4 проектах одновременно. И через год у жены уже были такое эмоциональное состояние, что она дала мне пинка под зад. И сказала, что если ты не уедешь со мной, я с тобой разведусь. Но развелась, когда мы уехали. Я даю раз, и еще раз. Раз, два, и... Кто придумал создать хор из релокантов? Это был наш первый маэстро Стася Лебедева. Она переехала вот буквально 2 года назад со своим мужем из Петербурга. Стася вот создала просто вот этот круг этих прекрасных людей, объединила между собой, но сама она переехала. Они с мужем переехали в Европу. И Стася приходит просто ко мне и говорит: Диана, я не могу бросить этот хор. Я собрала тут таких классных людей, они тут между собой и подружились, и, не знаю, кто-то нашел действительно для себя здесь самых-самых близких друзей в хоре. И ты моя надежда, ты мой друг, ты дирижер, ты должна продолжать вести этот хор, потому что это будет безумно грустно для всех. И я помню, что все даже плакали в день, когда... вот это моя футболка, где сзади написано «Маэстро». Это было такое официальное вручение, когда один маэстро передал другому маэстро эту футболку. И я понимала, что на мне сейчас лежит просто огромная ответственность, несмотря на то, что у меня уже 3 коллектива, 3 работы, и я и так вообще ничего не успеваю, пытаюсь как-то везде быть активной, но я понимала, что это тоже очень важно. Я отменяла свои концерты ради того, чтобы раз в неделю приходить с ребятами заниматься, чтобы они
верили в том, что хор существует, что он не распался, что все так же, как и прежде. Было такое чувство, что я должна помочь хору. Нет, на самом деле у меня такое чувство, что это хор мне помогает. Мне кажется, это какая-то судьба, потому что все, кто к нам приходит, они говорят, мы как дома. Когда вы шли 24 февраля 2022 года на антивоенный митинг, это был первый момент, когда вы поняли, что все идет не так? Или вы до этого уже как-то что-то понимали? Я до этого понимал, и я откровенно в разговорах личных говорил, что мне все это начинает напоминать итальянский фашизм. Просто вот это милитаризм, вождизм, культ предков, по факту, культ спорта. У нас везде спортсмены, у нас не было какого-то такого почитания там, ученых, не было почитания такого же каких-то там, выдающихся творческих людей. То есть главные люди стали вот это вот культ силы, культ сильного человека. Вот такого. И оно вот просто... Я тогда еще не знал вот эти там 10 признаков фашизма. Я их не знал. Потом, когда я прочитал, да. Вот. И действительно, говорю, слушайте, как-то все слишком начинает напоминать там, Италию 20-х-30-х годов. Это в каком примерно году к вам пришло? Когда была эта Олимпиада. Потому что как раз потому что это же была какая-то невероятная истерия на этом фоне. Мы должны победить, и это как-то нездорово. А потом же все это стало продолжаться. Наверное, году к 18-му пришло какое полное осознание, что это реально какой-то уже... Все это очень напоминает. А уж извините, когда пропагандисты стали хвалить Муссолини, пазл окончательно сложился. А почему вы не уходили из газеты? Да, хороший вопрос. В целом, меня, наверное, устраивало. Меня устраивало, во-первых, газета-то правительственная. Устраивало, наверное, не все. Не было ипотек. Это раз. Во-вторых, если мы берем Ульяновск и берем период, наверное, до 22 года, Народная реально была самым крутым СМИ. Я до сих пор продолжаю так считать. Вот потому что там была возможность критики какая-то. И оно выглядело наименее, наверное, лицемерным. Потому что даже частные СМИ, они не критиковали, по сути, власть. То есть они не критиковали губернатора. Они очень редко критиковали там, министерство, мэрию. То есть я реально считаю, что эта газета была действительно самым крутым СМИ. Мне вот в этом плане не стыдно, что я там работал. Потому что мы реально что-то делали, мы что-то там пытались. Разочарование в теории малых дел пришло, но мы про этих людей рассказывали. Причем из каких-то там вообще могли из сел дальних, там про каких-то мужики с какими-то своими идеями. Господи, там мужик какой-нибудь решит, простите, свиней вьетнамских заводить. И ты про него рассказываешь, то есть ты показываешь вот этого немножко сумасшедшего мужичка и с мыслью, что, слушай, он может идти как-то не так, как все, наверное, что ли. И этот мужик объясняет, нахрена они нужны. Что ему, извините, их проще и дешевле держать. Нет, это был, наверное, один из примеров, может быть, не самый удачный, что действительно как бы возможность рассказать вот про таких людей. Возможность, знаете, когда ты приезжаешь, наверное, все-таки там в какой-то район, заходишь и говоришь, здрасте, мы журналисты из Ульяновска. У них какой-то начинался такой то ли мандраж, что ли что, это, может быть, с советских времен еще оставалось. Потому что они все эти советские ребята, там многие. И ты мог у них просто прийти и спрашивать, а почему у вас вот такое тут? Там же читатели позвонили, мы приехали, и они, я не знаю, там у них страх, не страх, до какого-то момента такое было реально. Потом в какой-то момент это стало все хуже и хуже. То есть ты понимаешь, что ты им звонишь, а им просто пофиг. А уж областным чиновникам в какой-то момент просто реально стало пофиг. И вот в момент это стало обидно. Это, мне кажется, где-то год, может быть, 19-й как раз. Вот. Что ты критикуешь, ты пишешь, что тут что-то плохо, а оно перестало работать. Но все равно была ипотека. Все равно была ипотека. В жизни каждого человека должен наступить момент, когда вопрос ипотеки и вопрос совести столкнутся напрямую. И я бы, наверное, пожелал, чтобы у них такого не происходило. Чтобы не было противостояния ипотеки и совести. К тому моменту, когда я уезжал, ипотеку мы, слава богу, закрыли. А если была еще ипотека, вы бы вышли в феврале 22-го? А когда я вышел, у меня еще была ипотека. Значит, должен наступить такой момент? Во-первых, наверное, не совсем нормально залазить в ипотеку.
Когда у тебя вся страна в ипотеке, это ненормально, это раз. А во-вторых, если уж она у тебя есть, наверное, твое государство не должно тебя приводить к моменту, когда тебя должно быть столкновение с твоей совестью. То есть не должно быть так, что у меня стоит выбор. Либо я там, могу выплачивать за свою квартиру, вот, и как бы, то есть, и спрятать язык, закрыть рот, либо выйти, даже не крикнуть, просто выйти, просто пройти. Но в итоге тебя могут там уволить и еще сказать, там куда-нибудь позвонить, так, вот этого не берите, он неправильный человек. Это неправильно, так не должно быть. То есть не должны увольнять за митинги. Не должно быть как бы войны, там, сделок с совестью из-за того, что ну вот, я, конечно, против войны, но меня могут уволить. Ну, для меня это был первый выход, кстати. Да, это я первый раз вышел. До этого я был чисто журналистом, как я рассказывал. А почему вы вышли? Наверное, это была уже просто последняя капля. То есть, вот я же говорил про митинги Навального, и у меня к ним как-то было странное отношение. Тут я тоже понимал, что я, наверное, ничего не исправлю. Наверное, вот в этот момент, кстати, я понял ребят, да, которые выходили тогда в 21-м. Потому что, я не смогу их остановить. Хотя, возможно, я думал, что сейчас туда придет столько же, сколько на Навальном. И они увидят, сколько людей против войны. А туда пришло 50 человек. И вот это было первое, на самом деле, понимание того, что нас не так много. А потом вот я ездил по области, говорил с простыми людьми из районов. И я все больше и больше понимал, что да, эти люди реально топят за войну. Я это объясняю тем, что вот им хотелось чего-то великого. Вот великой победы. Они же в Великой империи живут, как они считают. И вот этой Великой империи не хватает вот одного бриллианта, извините, в ее корону, под названием «Маленькая победоносная война», с которой всегда что-то как-то не очень получается. Быть против войны в Ульяновске более страшно, чем, допустим, в Москве? Сложный вопрос. Такой момент. Меня же тогда арестовали на митинге, штраф выписали. Но потом, допустим, я ходил, читал стихи, не напрямую, как бы не прямым текстом, такие антивоенные. Из меня стихотворение «Я хочу, чтобы эта крыса сдохла». Я хочу, чтобы крыса подавилась. Чтобы подавилась и сдохла. Чтобы подыхала она в муках, пуча свои мерзкие глазенки. Чтобы по земле она каталась и хрипела бы, и завывала, и в итоге все же, чтобы подохла, подавившись мясом человечьим, мясом всех людей, что жрала крыса, кровью всех людей, что жрала крыса, всех людей, что было ей не жалко, тех, кто были для нее закуской. И сожрать решила слишком много, и в итоге крыса подавилась. Я его читал громко на стихотворных мероприятиях. Я не знаю, как говорили, что в 80-е на всяких поэтических сборах были люди с птичьими фамилиями, которые от КГБ. Я не знал, были ли такие птичьи люди от конторы на наших поэтических собраниях, но мне за это последствий не было. То есть за маяковские чтения чуваков посадили. Нам, те, кто приходили на эти собрания в Ульяновске поэтические, за них последствий не было. С одной стороны, когда мы вышли на митинг, они нас там арестовали. Причем очень забавный момент был, что арестовали Вику Чернышову, журналистку, и бородатых мужиков. Такое чувство, что у них по ориентировке должен был быть какой-то бородатый оппозиционер, и они просто загребли всех бородатых мужиков. Даже мужика, который пришел с семьей встречаться. Я тоже бородат. Я подозреваю, что это было не столько потому, что на митинг вышел, а потому, что бородатый на площади оказался. А с другой стороны, мы ходили, стихи читали, и довольно откровенные, и ничего. Так что я не знаю, сложнее ли было в Ульяновске быть против войны или проще, чем в Москве. Мне кажется, проще. Насколько правдиво утверждение о том, что вся Россия в едином порыве поддерживает то, что в России называется СВО? По моему ощущению, 80%. Меня после митинга отстранили от военных тем. То есть я все равно ездил, как-то социалка какая-то, что там по экологии. И ты с людьми же общаешься. И то есть там какие-то лесники, какие-то фермеры, они абсолютно искренне про это, наши же, ребята, все. Люди, с которыми
то есть которых ты вот до этого считал абсолютно искренне добрыми. То есть там какие-то могли быть волонтеры, такое, то есть которые там людям помогали. Ну, он бац, у него там на машине зетка. Но у него же никто не заставлял. Ну, то есть вот он в ковид, извините, старикам продукты развозил, а сегодня он зетку налепил. Стариков спасать ему норм, и то, что украинцев убивают, это норм. Как в голове выживается? Я не знаю, как это выживается. Они, наверное, считают то, что делает Россия, добром. Каким-то таким вот форматом добра. Есть ли наша, как журналистов, вина в том, что мы недообъяснили что-то, может быть? Может быть, потому что оппозиционная пресса, она поймала вот свою публику и не старалась лезть на тот, как это вот слово глубинный народ. То есть, ну, вот, да, в общем-то, даже в провинцию особо. То есть для какого-то провинциала, для провинциалов из небольших городков, даже не из областных центров. Вот. По итогу же, откуда же набрали мужиков на войну, в первую очередь? С сел, с райцентров первоначально очень много гребли. И мужики же искренне шли туда. То есть они же шли в военкоматы, то есть повестка пришла, у них даже в голову не приходило, что можно свалить куда-то там или не идти, просто ее проигнорить. Не, ну добровольно-то я не пойду, но если повестка придет, то да. Ну надо же. Зачем тебе это надо? Ну как это? Ну, повестка пришла, ну родину защищать. Какую родину ты защищаешь под Харьковом? Вот в моей голове это не укладывается. С родственниками у вас какие отношения? Там, в Ульяновске. Ну, непростые. Сейчас как раз-таки, да, вот на этом фоне. Один брат у меня полицейский, второй военный. Им на самом деле общаться со мной, может быть, я подозреваю, очень опасно. Интервью с таким количеством людей сразу я никогда в жизни не делала. Но все бывает в первый раз, тогда у меня сразу вопрос. Для кого вот этот хор – это первый раз? Обалдеть. А кто не из Еревана? Ну, не... Почти все. Так, в смысле, мы же переехали? Я оказался из Москвы. Здесь вот приехал после определенных событий, хотя что-то уже там накапливалось к тому времени. Вот, и я безумно рад, что этот поступок совершил, как и мои друзья со мной вместе переехали сюда. Мое исполнение классное было в формате душа, автомобиля, в общем-то, да. А потом оказалось, что я еще и петь могу, фальцетом не могу. Дело практики. Да. Я переехала в 22 году, весной. Мы переехали с семьей, и, наверное, я не пропустила ни одной репетиции, помимо одного отпуска, и все. Потому что это для меня вообще здесь отдушина и такая рутина, которая, ну, в хорошем смысле, которая помогла обрести устойчивость, и вот эти все переживания по поводу переезда оно сгладило, потому что я приходила каждую неделю, это было какое-то одинаковое действие, плюс это были люди, которые переживали то же самое, что и я. Основная сила релокации – это люди, ну то есть то, что ты все переезжаешь, и сначала чувствуешь себя очень потерянным, а здесь у тебя появляется какой-то свой коллектив людей близких по духу и по увлечениям, по интересам, и сильно какая-то вторая семья, что ли, появляется, я не знаю, как это даже назвать. И поэтому становится легче. Ты всегда знаешь, что можешь с кем-то поговорить, что ты всегда можешь с кем-то встретиться, что просто вот даже можно помолчать там вместе и так далее. Ну, то есть оно всегда очень поддерживает. Я вижу, как за это время, за эти 2 года у нас произошел огромный рост в плане культуры, творчества, концертов, каких-то движений, потому что ребята приезжают очень талантливые, ребята приезжают очень начитанные, ребята не приезжают, которые вот, не знаю, мне там, не знаю, нечем заняться, я пришел, я работаю. Нет, ребята все пытаются здесь, в Ереване, какой-то свой вклад привнести. Это очень сильно чувствуется, это прям видно, и я вот просто собственными глазами видела, как у нас, например, из вот такой, как сказать, такой обыденной среды, все вроде бы нормально, все идет, но у нас такой прям сдвиг произошел активности. И это очень здорово, потому что я считаю, что вообще как бы Еревану это очень полезно. Раз, два, раз, два, пам, пам,
хор сначала себя представлял где-то человек 6-8. И как-то мой древний друг, Гриша, меня взял на слабо. А в слаботе в хоре спеть. Вот. И не туда попал, я сказал, давай. Вот. И когда я пришел, увидел, что классные ребята, там 6-8 человек собираются, что-то поют и так далее. Мне тоже как-то захотелось, но я понял, что как-то маловато. А я по совместительству еще и преподаю. Преподаю английский язык, преподаю армянский язык. Вот. И меня вдруг осенило, что как же так, у меня куча студентов, больше там 100 с лишним. Я сказал, давай постепенно буду заводить в эту семью. И вот раз, два, три и так далее. И вот постепенно что-то начало собираться. То есть я где-то немножко такой, можно сказать, крестный отец. Давай будем честны, не постепенно. Как старожилы, нет, дети были потом. Сначала, когда нас было там условно 8-10 человек, мы стали репетировать уже там, мы сменили кучу площадок, как это обычно бывает, закрепились вроде на одном месте, все репетируем. Мушек тоже пришел, начал с нами репетировать. И потом в какой-то момент просто происходит вот так, и хор из 10 человек превращается в 25. Просто изучают они армянский язык, да? Значит, надо как-то разрабатывать там мышцы языка и так далее. А как это сделать? С помощью комитаса. Вот. Значит, хотите без акцента говорить на армянском, значит, надо петь комитаса. Хотите без акцента говорить на английском, значит, sweet dreams. Чем вам вообще нравится Алматы? Начнем с каких-то, наверное, таких простых, мелких, наверное, вещей. Это как раз транспорт. Если мы сравним с Ульяновском, то он здесь намного лучше, намного более как-то организованный. То есть, в принципе, здесь из любой точки города в другую на автобусе можно как-то на троллейбусе добраться без проблем. Оно как-то ощущается, что некоторые моменты как-то доступнее. Горы рядом. Я в какой-то момент поймал себя на том, что мне нравятся горы. А по Волге скучаете? А по Волге, да. Это именно как по реке, да. Потому что, она это же матушка. Я когда пришел из армии и пересаживался в Самаре, я прям к ней побежал, чтобы умываться. Это какое-то такое. В Казахстане, как я подметил, любят слово «сакральный». Многое здесь этим словом называют. Но, наверное, для меня это такое действительно сакральная какая-то река, как для волжанина. Я когда здесь людям рассказываю, что может быть река шириной 25 километров, серьезно? Да. Я говорю, берега не видно. Я говорю, есть места, где берега не видно. Это как? И фотки показывают. Это не море? Нет, это не море. Снится? Не знаю. Может быть, иногда. Да, Волга крутая, Волга наша красивая, да, сакральная. Как тебе здесь живется? Интересно. Мне нравится много людей. И вот это вот еще... Вот здесь как-то вот этот институт семьи больше развит. В целом вот это, то, что здесь там у многих там 5 братьев-сестер, 10 братьев-сестер. Мы вот все больше закрыты как-то в России. Здесь вот я могу к полицейскому подойти и сказать: брат, как пройти? И он такой: да, брат, там вот это все. Иногда я такой думаю: все, я понял, что ты хочешь узнать, как мои дела, хватит каждый раз спрашивать: брат, как сам, вот это все. Но мне нравится, что у них такая другая культура, но говорят на русском. Вообще супер. Люди, которые там остались, они думают, что вы здесь как поживаете? Они говорили: слушай, там же языковые патрули, там же с русским языком вообще плохо. Я говорю: серьезно, что ли? То есть у людей какой-то такой стереотип по поводу вообще Казахстана, Азии, что здесь по-русски говорят все плохо, русских тут там обижают, принижают. Знаете, это, в какой-то степени некая вот эта позиция канделаки. Вот. Здесь есть регионы, где действительно в основном казахоязычные. Там Мангистауская область, это западный Казахстан, юг Казахстана. Там. В аулах, естественно, там люди, они живет
извините, 99% казахов, и там, и один уйгур. Зачем им говорить на русском? Извините, у нас в Ульяновской области есть Старокулаткинский район, это национальный татарский район. Там в селах примерно такая же может быть ситуация. Между собой они общаются на татарском. Что говорить про Казахстан? А вы по-казахски-то говорите? Но мы чуть-чуть учим. Жок. Что? Жок нет по-казахски. Вот. Ну так, тяжело. Вообще схожего ничего нет. И в чем мне говорят, я все забываю. По продуктам мы когда меню переводили, там вот это все, там, ну, всякие там курица, тауык, сыр, ирымшик, вот эти все вещи. А так... А проблем в том, что вот у вас тут все по-русски написано, нету? Да, пока не возникало. Но у нас есть казахский вариант, но только со старым меню. С новым еще не сделали. А русский человек вообще как себя чувствует в Казахстане? В Казахстане нормальное отношение к русским совершенно. Ну, типа, везде есть плохие люди, но в основном, в большинстве, никаких не заметил преступлений. Я когда ехал, думал, типа, точно не буду в общепите работать, все, хватит. Вот. Я приехал, играл в «Растения против зомби» несколько дней, вот, и пришел друг, сказал, не получилось администратором устроиться, говорит, только официанту нужны. Я такой, ну, видимо, опять. Вот, и я пришел, и все супер добрые вообще, и, ну, как они называют себя, русские казахи, кто, ну, здесь родились. Все там предлагали, там, что там, помощь, деньги, там, если что-то там. Зашли вот в магазин в один, и там просто женщины на кассе сидели и такие, о, носки с авокадо, привет, там, русские, да, и такие, если там что-то надо, там, подушки, одеяла, вы там не стесняйтесь. У меня носки с авокадо. И от этого как-то все так, как-то тепло так было, мягенько. Я, как уроженец села, я могу колоть дрова, умею доить коров, умею пасти коров, но как бы в Алмате это еще не нужно. Я когда приехал, я пробовал себя курьером, наверное, как многие, ну, чтобы... Что разносили? Вещи. Я был пеший курьер, который не с коробом, вот этот, а просто всякие вещи. Вот. Но я параллельно фрилансил, то есть продолжал писать. И я пробовал себя контент-менеджер в SMM. 5 месяцев проработал, а потом вернулся в журналистику опять. Здесь есть возможность, здесь довольно много русскоязычных СМИ. То есть, в принципе, вот навыки, было понятно, что они здесь пригодятся. У вас было до этого понимание, что здесь с русским языком проблем не будет? Да, ну, у меня же родственники здесь живут. То есть родственники русские у меня здесь. Здесь нормально, здесь куча местных русских живет. Вот они, конечно, говорят, что релокантов легко отличить. Я говорю, серьезно? Да, ну вот сразу видно, что вы вот вещи типа покупали не здесь, что вот вы в других вещах приехали. Я говорю, на мне толстовка с барахолкой и джинсы зеленого. Я говорю, в смысле? Нет. Барахолка зеленая – это какие-то местные... Барахолка – это местный очень большой рынок, один из самых крупных вообще в Центральной Азии. А зеленый базар – это вообще один из символов Алматы, один из старейших в Казахстане. Вот. То есть, в общем-то, я одежду уже купил даже уже здесь. То есть, ладно, ребята, я не знаю как. Я для себя сделал вывод, что выделялись такие люди, ну, не факт, что они все из Москвы, такие вот там длинноволосые какие-то, яркие, все такое. Мы когда поехали покупать, господи, ботинки, не ботинки, что-то вот как раз на барахолку. И парень, который нам это продавал, он понял по названиям, которые мы произносим, что мы не алматинцы. Но он не понял, что мы не казахстанцы. Когда мы сказали, ну мы вообще-то из России, он такой, вы из России? То есть для него россияне это, ну, условно, хипстеры московские, а тут гопники ульяновские. Сегодня мы послушаем сейчас комедию. Он же там, готовится. Потому что мы объявим через пару минут. А может, ты и есть тайный гость? Я тайный гость? Да, сейчас идем подстелить. Ну ладно, что уж так всех обнадеживать. Все-таки деньги заплатили. Я из Волжского, родился там в 95-м году. Маленький город, молодой достаточно. После войны его начали строить. Там все какие-то добрые такие, не знаю, не испорченные, что ли. Вот Дима из Волжского. Дима сосед здесь? Да. Угу. Здесь еще Леха был, наш сосед. У него, к сожалению, бабушка умерла, он сейчас поехал в Россию.
А так, Волжский класс. Вообще, я хочу побывать там еще. Хочу погулять по Волжскому. Почему ты решил стать комиком? Почему ты решил попробовать стать комиком? Давай так сформулируем это. Я вообще вырос на Гриффинах. И вообще вот эти все приколы мне нравилось. Все учителя говорили, что я шут, вот это все. Потом я начал работать в общепите в одном заведении ночном. И там бармен, он говорит, есть стендап волгоградский. Напиши на А4 листочек текста, я написал. Там был открытый микрофон, и я выиграл в первый же раз. И я супер волновался, но на этом волнении как-то у меня образ строился. И все, я начал так выступать. На первом курсе наш слоган был «Всех не отчислят». Правильно? Всех не отчислят. Все будем еблани, всех не отчислят. И после первого семестра нас осталось 12. Именно столько людей нужно, чтобы группу не расформировали. И дальше у нас был новый девиз. Мы такие, главное уверен. Главное уверен, иди сдавай. И на следующем семестре нас расформировали нахуй. Нас встреча выпускников больше на поминки похожи. Пик твоей карьеры – это отборочные выступления в открытый микрофон. В большой уже на ТНТ. Я приехал, по-моему, 1500 людей, и 3 дня все вот так выступают по 3 минуты. Вот, и после первого дня там списки, кто прошел, мы туда попали. И там еще Артур Чапарян был, и он такой, пацаны, болтаем, что-то я вообще не понимаю, о чем мы ему сдались. Я там уже вообще в шоке после Волжского. И потом я спускаюсь вниз, и Кирилл Светлов это все вел. И я ему говорю, спасибо большое, было так приятно. И пацаны бегут сверху и такие, Васян, ты прошел. И я такой, да ладно. Вот в тот момент я такой, все, я комик. А потом был предпоказ перед Славой Сухометовым. И я не знаю, я так переживал, потому что мне нормально становится, когда люди смеются, а там такая прям рабочая была атмосфера. И я жестко поплыл. Я такой, сейчас я текст, вот это все, я такой, господи, как стыдно. Я забываю текст, что-то там, сейчас я вспомню это все. Ну, такие, понятно. И говорят, вы не готовы. Вот. Мы увидимся в следующий раз. И ты что, плакал? Конечно. Ехал в метро, писал всем редакторам, простите, я всех подвел. Они такие, да ладно. А потом, через 2 года, я сидел дома в очередной раз и писал какое-то ТЗ было для сценаристской какой-то работы. Напишите стендап в таком стиле. И скидывают Луи Сикея. Я написал, скинул, они ничего не ответили. Я взял этот материал и такой, скоро открытый микрофон будет. Я, принес его туда, рассказал. И также в первый день прошел. И Слава такой, прикольно. Вот так и выступаю, мне сказал. Пожали руки, я такой, можно спать. Он такой. Потом пошел на съемки, и меня не взяли дальше. Ты про себя сейчас как считаешь? Ты кто? Ты комик или ты владелец общепита? По душе я комик. Меня бесит, что я пытаюсь начать заниматься юмором, у меня не хватает денег, и я иду опять на работу. Ты классно выступаешь, спасибо. Да? Спасибо тебе большое. Вы живете 4 парня в одной квартире. Тут кругом вообще одни парни. А девочки, где в вашей жизни присутствуют? У меня есть девушка. Но она сейчас поехала к бабушке на день рождения. Ее позвали в Нижний Новгород, купили билет. И она приехала, там пожила с родственниками. И мы решили месяцок поживем так. Это не совсем в отношениях дело. Наверное, может, даже финансовый, к сожалению, вопрос. Так. Мы общаемся. Вот сегодня мы переписывались. Она такая, удачи, там все такое. Вот. Это отношения? Ой, это такой вопрос, конечно. Это тоже с психотерапевтом мы любим. Да. То, что вы сейчас делаете здесь, в журналистике, отличается от того, что вы делаете в журналистике в Ульяновске?
Вы тот свой опыт помните? Мне кажется, ну, то, чем я занимаюсь здесь, больше журналистика, чем то, чем было в Ульяновске. Здесь она какая-то такая более жесткая, как мне кажется. Возможно, именно наше издание, вот где я сейчас работаю. Но она, мне кажется, более настоящей. В этих реалиях здешних вы быстро разобрались? В каких-то моментах до сих пор, может, знаний не хватает, но вот я уже... В апреле будет год. Работаю, получается, в журналистике казахстанской. И да, ну, наверное, 3 месяца – это быстро. Или не очень? Ну, где-то месяц через 2, через 3 я уже, в принципе, более-менее понимал, кто есть кто. А язык? Казахский. Я первое время ходил на курсы казахского. Некоторые фразы, естественно, знаю, там, слова даже там, какие-то, что-то понимаю. Знаю, как произносить звуки в казахском. Это для некоторых сложность. И с точкой в казахском произносится как «э». Будем знать. Но вы как для себя определяете? Вы здесь надолго или навсегда? Я когда-то отвечал, что пока война не кончится. Теперь я даже не знаю. Ну, как карта ляжет, по возможности. Ну, наверное, на ближайшие годы точно. Как решается проблема личной жизни? Какого-то общения, дружбы? Ну вот мне, например, скучно, одиноко. Я вышел и пошел к Цавинара Гагику кофе пить. Это работники Кармир-Блура, которые сейчас по факту мне самые близкие люди здесь. С Ваней иногда встречаемся, хотя мы не виделись уже месяц. Потому что он устроился на другую работу, у него там куча дел, он просто движется, он прекрасно, молодец. Так что пока у меня вот общение в телеграм-чатах. Это мое главное общение. Оно сугубо виртуальное. Я зарегистрировался в одном сигнальном канале, и там познакомился с девчонкой. Вообще не знаю ни ее, как она выглядит. Знаю, что Лена зовут. И что она мне очень помогла с трейдингом. Видит, что новичок, видит, что теряет деньги, начинает советовать. Я вот заметил, что девчонки, они гораздо круче трейдерши, чем пацаны. Потому что девчонкам дали алгоритм, и они его строго выполняют. А пацаны более эмоциональны, как ни странно. Так с девчонкой-то ты увиделся потом? Нет, с девчонкой я не увиделся, но это знаешь, как в фильме «Июльский дождь». Там вначале она пересеклась с каким-то парнем, и весь фильм они общаются по телефону. Мы даже так лично не пересекались, но у нас были такие вот тематические разговоры про трейдинг. И она, в общем, один из моих таких главных моих знакомств на самом деле. За эти 2 года? Да, да. Это правда, что вы увольнялись, стоя в аэропорту? Сидя, да. Да, я позвонил заведующему, сказал: здрасте, я завтра не выйду на работу, я уже не в России, такая ситуация. Вот. После чего нам позвонила буквально соседка по квартире и говорит: Артемий, а вы где? Говорит: а мы вот улетели. Хорошо, что вы улетели, к вам военкомат стучится. И ко мне стучится в квартиру и спрашивает: а где жильцы? И вы все равно собираетесь вернуться? Ну да, я не знаю просто. А жена что говорит? Бывшая? Жена сначала, бывшая, говорила: уезжай, уезжай. А теперь, когда, как сказать, средства потихонечку истощаются, а надо, собственно, ребенка растить, воспитывать, говорит: ну, может быть, ты как-то все-таки надо помогать ребенку и видеться. Давай попробуем возвращаться. А ребенок где? В Москве с женой, первой моей женой. И это, конечно, вот главная моя проблема, потому что, конечно, по дочке скучаешь. То есть ты не мог бы забрать ребенка сюда? Нет, не мог бы. Потому что ты не смог бы его содержать? Ее? Да. Да, но пока еще моя сбербанковская карта, я еще плачу с нее алименты. Там еще не кончились деньги. А когда закончатся, буду думать, как это сделать. Ну, уезжал ты с женой, в процессе ты остался один. Да. А вы поженились здесь? Ну, мы думали про это, и мы хотели повенчаться, но хотели это сделать осенью. А началась война в Арцахе. И я побоялась кого-то звать из родных, поэтому решили отложить попозже.
Мы решили не именно венчаться в церкви. Потому что я поняла, что я себе даже платье шью. Я нашла тут какую-то местную девушку, мы там с ней придумали, она там мне шьет. Я подумала, что я хочу босиком в деревенской церкви, тут какой-нибудь соседний, знаешь, ничего не придумывать, с кучей друзей, с живыми цветами в волосах. Чтобы это запомнилось как действительно искреннее, светлое что-то. С нами живут еще 2 парня из Тбилиси, 2 родных брата, Дима и Никита, потрясающие парни. Которых Замын учат всяким строительным делам. А сейчас, когда мы начали все эти строительства, он своего младшего брата подогнал нам еще. Идея, чтобы сделать такую мастерскую учебный центр. Классно. Взять разные мастерские там, да. под первым домом. Курсы. Там. Есть в этом такое странное ощущение, что когда кругом все рушится и мир погружается в какое-то несчастье и горе, у тебя вдруг случается счастье, которому многие могут позавидовать. Я то, что ты говоришь, ощущаю постоянно вот этот груз той самой трагедии. Мне кажется, что лучше всех про это Бродский написал в «Портрете трагедии». Это никуда не уходит. Учитывая, что плюс ко всему здесь, в Армении, тоже моя какая-то кармическая история, я столкнулась уже лицом к лицу с историей с Арцахом. А моя семья, собственно, 100 лет назад бежала из Арцаха, на тот момент в Баку, где родился мой дедушка. Потом отца моей прабабушки, он был дашнак, 10 лет держали в бакинской тюрьме, в 27 году расстреляли. И они бежали, у нее было еще 2 брата, и остались от них дети, все погибли, она была одна. И с мужем, с сыном забрала сыновей от братьев. Уехали в Тифлис, там она получила образование медицинское, и началась война, и она попала в Москву как челюстно-лицевой хирург. И когда я оказалась здесь, и эта неделя была с момента, когда сдали Арцах, я не знаю, что это. У меня не было ни паники, ничего. Я просто 6 дней лежала с головной болью, могла только дойти до туалета поблевать. Не помогали никакие лекарства. Но я поняла, что для меня это важный тоже какой-то круг, который закрылся и замкнулся. То есть счастье, оно как-то очень естественно вписывается в это все. Оно дает силы, конечно, все это переживать. И я думаю, что человек не должен быть абсолютно счастлив каждую секунду. Это, мне кажется, идиоты могут быть. Честно и искренне проживать свои эмоции, мысли и не бояться их. Это самое главное. Здесь это возможно. Для меня очень важно, что я не уехала в результате из России, а очень важно то, что я приехала в Армению. Для меня это звучит именно таким образом. А Яна – это имя вашей бывшей жены? Яна? Как вы узнали? Вообще у вас написано. Здесь не написано Яна, но тут написано папа. Написано, папа. Написано папа и Тёма, но Яна это Я прошу прощения, но отсюда просто видится как Яна. Класс. Как вы планируете воспитывать ребенка в условиях текущей страны, где есть уроки о важном, где есть стратегическая линия политики, с которой нельзя спорить? Возможно, одна из причин, по которой я хочу вернуться, понимая, что это все наслаждение, назидание, нужен какой-то все-таки трезвый взгляд со стороны, чтобы приходить к ребенку со звездочкой и говорить: так, что он там рассказывает в школе? Понятно. Давай я тебе теперь кое-что расскажу. А вы правда думаете, что это удастся? Нет, я точно знаю, что мы не знаем, сколько это все продлится, естественно. Возможно, чары падут, и все образование вернется в какую-то нормальную, так сказать, стезю. Но я думаю, что нужна будет какая-то все-таки здравая струя. И кажется, что мы, как родители, ответственны за то, чтобы у детей как-то нормальная картина мира складывалась. Но видите, мы тут с Артемием как раз живой пример. Мы не сказать, что росли в какой-то супер классной миролюбивой обстановке. Мы тоже жили в довольно милитаристской обстановке, которая уже вовсю потихонечку в школе насаждалась. Кроме того, у нас был довольно авторитарный, патриархальный отец, который нас воспитывал. Когда мне было 13 лет, мы стреляли из гранатомета, не говоря уже о каких-то обычных видах оружия. Пистолет Макарова, разбирать автомат Калашникова. Максим. Наш отец нас воспитывал, потому что мир на самом деле очень-очень злое, плохое место, надо уметь воевать. Если помните, в фильме «Теснота» была сцена, когда они там сидят на этой заправке, слушают Тимура Муцураева, и потом документальные кадры внутри художественного произведения, когда они смотрят видео из Чечни. Нам отец показывал эти видео, чтобы мы понимали. Обычный семейный вечер, мы сидим в детской, отец где-то на каком-то рынке, видимо, купил какой-то CD-диск с этим видео. Ребята, сейчас вам расскажу, как мир устроен. Показывают это видео, где российскому военнопленному чеченцу отрезают голову, он просит этого не делать.
И такой, ну вот, видите, Новосибирск нулевых это, конечно, не какое-то прям страшное место, Новосибирск как бы третий город там, после Питера, но все равно это тот город, где ты всегда ходил там, с ножом или с травматическим пистолетом, и это считалось нормально, что ты выходишь просто на улицу, и тебе могут дать пизды, а если что, ты кому-то дашь пизды. А мама? Мама... Нас любит. Мама нас любит. Вы правильно, да, Екатерина, смотрите, конечно, все благодаря маме. Спасибо, мама. Мама смотрит вас как бы... Разве она может быть плохим человеком? Но мама не противодействовала никак этому парамилитарному воспитанию. Но она тоже была заложницей этого воспитания, понимаете, как бы очень тоже прямая параллель того, что происходит внутри семьи, и того, что происходит со стороны. В стране мы, кстати, да, очень всегда много. так, то, что происходит с тобой лично, оно происходит со всем миром как бы сразу. И наша семья не исключение. Вы здесь живете 3 пацанов, правильно? Да, уже вот 4 с Сашей. Сколько вообще ты знаешь парней, которые уехали из России в осенью 22 года и не вернулись? Блин, ну, наверное, моих знакомых человек, наверное, 10. Как ты думаешь, вы большая потеря для страны? Я не знаю, большая ли я потеря. Ходил, кругая по квартире, шутки писал. И такие, блин, жалко. Такого потеряли. Не знаю. Мне кажется, что не сильно. Хотя бы когда-нибудь в своей жизни ты голосовал на выборах президента России? Да. За кого? За Собчак. То есть ты один раз вообще в жизни голосовал? Да. И этот раз ты проголосовал за Собчак? Да. А почему? Да просто прикол. Это же та женщина из Дома-2. Что это она там делает? А я правильно понимаю, что вот у вас такое поколение, которое политикой-то особо и не интересовалось? По сути, да. Мы же все вот эти... Гарри Поттер там. Вот в 8-м, да, году. Это мне сколько было? 13 лет. И тогда что-то на Евровидении что-то мы выиграли. И сборная по футболу там что-то заняла, да, там 3-й, 4-й. И как-то вот это вот все. И я вот вспоминаю детство. Как-то все было довольно неплохо. Больше мне родители там вот это все знания, там репетиторы, шахматы. И я как-то вообще мимо меня прошло. А в какой момент стало что-то не так? Ну, точно, когда, наверное, война началась. Вот. Ну, это плохо же. Я Пушкаренко, в принципе. Ну, я русский, но у меня есть какие-то там родственники. В Украине? Конечно. Я их когда-то видел в детстве, там один раз. Это нормальные, веселые ребята. И у меня одноклассник бывший, тоже прикольный чувак. Он пошел вот по вот этой всей военной тематике, и его туда забрали. И меня вот, честно говоря, пугает мысль, что он теоретически может убить моих родственников. Ну это же плохо. Опишите, пожалуйста, Россию, которую вы любите. Мне вот на ум, правда, ничего не приходит. То есть могу сказать, ну вот пельмени дедушка у нас делает в тазу классные. Он берет, вот знаете, не просто, он берет пачку масла, режет масло пополам, половину кидает в таз, засыпает пельменями, а сверху вторую половину масла, вот так это встряхивает, эти пельмени в масле, и от этого мы так ели пельмени. Конечно, это классно, но говорит ли это о том, что это я люблю Россию через пельмени в тазу моего деда? От моего это, деда. наверное, вот индивидуальный и какой-то всеобщий культурный код, который помножен на свободу. Вот такая Россия, наверное, я думаю, не только мне, но и большинству мила, и люди по ней скучают, тоскуют и надеются, что она вернется. И она, наверное, вернется. Вот если вспоминать, я не знаю, чемпионат по футболу там какого-то года в Москве, вот просто ты вспоминаешь, насколько все счастливые, все радостные, очень много народу приезжих, все обнимаются, целуются. Вот такая вот как будто бы Россия, мне кажется, прекрасна. Широкая, любящая, большая и никого не хотящая ничему учить. Кто придумал название «Хор релакантов»? Он так не называется? Нет, А как у вас называют? На языке пари – это добрый. Хор – это хор. Пари-хор получается такой добрый хор, но смесь как раз, и в этом все как раз
как Ирина сказала, некое объединение культур. И у нас хоть и в меньшинстве здесь армян, вот, да, но мы тоже добрые, и вот такая смесь получилась. Вот, армян и русских, и более того, надо еще про посиделки наши рассказать, что нас объединяет. И по сделки тоже надо рассказать. Про хаш надо рассказать. Мы кушаем хаш. Вы хаш ели? В жизни? Да. Я из Ростова. Как вы думаете, я ела хаш? Ну, все, у нас это обычай, это у нас крещение, как бы, то есть, чтобы человек вступил бы в хор. Вот. Сначала проверяю я на счет голоса, а потом да, я проверяю на хаш. Если человек принимает, значит наш человек. И так получилось, что большую часть как бы, своего времени, до примерно 20 лет, я прожила в России. Поэтому у меня было вот это, знаете, смешение двух культур одновременно. Ты никак вот не можешь понять, а все-таки куда, а где мой настоящий дом, это у меня было. Поэтому все, что сейчас переживают ребята, которые приехали с хора, я их очень понимаю, потому что они приходят вот такие сначала немножко, кто-то одинокий, кто-то немножко грустненький, и я смотрю, и я понимаю, что я все через это уже прошла, и у меня уже такой вот опыт, потому что когда я переехала, у меня первое время вообще не было знакомых и друзей. И сейчас, слава богу, у меня есть большое количество друзей и в Армении, и в России, и я с ними одновременно общаюсь прям как со своими близкими. Я правильно понимаю, что у вас абсолютно одинаковые взгляды на происходящее в мире, и в этих взглядах вы вообще убираете политику как бы за скобки? Видите, мы сейчас находимся в пространстве интернета, и метафорически, и буквально, где, конечно, человеческому обыденному сознанию очень хочется все жестко поделить, расставить по полочкам. И говоря те или иные вещи, которые тянут на что-то очень однозначное, мы сразу себя как бы помещаем в эту полочку, да, и даем человеку, который нас там будет смотреть, какой-то очень-очень такой понятный ярлык, с которым он очень хочет отождествить свое эмоциональное состояние. Типа, о, классные иммигранты сделали свой бизнес, верят в мечту, здорово. Или, о, проебщики-иммигранты уехали, так им и надо. Или вот они поддерживают тех-то, молодцы, мы тоже так и выживем. Или, ах, они там предатели Родины. Как будто хочется вообще не попадать в такую ситуацию очень такого низкого уровня вообще взгляда на мир. Политика – это часть каких-то очень-очень-очень глобальных, важных вещей, которые касаются каждого, ну не касаются каждого, как, ах, эти там сверху что-то решили, и что нам теперь делать. А касаются в том смысле, что как ты это сейчас проживешь, что ты в связи с этим сделаешь, какой выбор ты совершишь, что это для тебя значит, какой внутренний рост тебе это дает, или наоборот деградацию. Звучит не очень уверенно. Да почему? Почему? Вы говорите, какой внутренний рост тебе это даст. Очень трудно расти за счет горя и несчастья других. Если ты сострадаешь этому горю и несчастью... Оно не перестает быть горем и несчастьем. Конечно, вот но без сострадания и проживания этого горя у тебя, в принципе, как будто какой-то особой мотивации ты не будет это делать, если ты не проживешь это максимально честно, не увидишь, насколько это действительно горько, это горе, и не сделаешь из этого какие-то выводы, что в этом горе есть ростки счастья, которые, если ты будешь взращивать, они, возможно, дадут какие-то хорошие плоды, и горе станет меньше в будущем. Ну, в разрушенных городах и в убитых людях нет ростков счастья. Приходится признавать, что оно везде есть. Да, конечно, это такие очень радикальные, да, какие-то духовные воззрения, но все-таки, если русское сообщество думает о том, христианская она цивилизация или нет, то есть такой замечательный философ Александр Филоненко и богослов. Он очень часто эту тему начинает со стихотворения Ангела Реймса Ольги Седоковой. Не буду его читать наизусть, тем более, что, конечно, я его не помню. Но вот Ангел Реймса, да, это такая статуя с отбитыми руками при бомбардировке. И оно такое: готов ли ты вот там к полному пиздецу, там к войне, готов ли ты там тра-та-та. Ты думаешь, я вот к тебе прислан, чтобы тебе вот сообщить об этом, о готовности вот к чему-то какому-то. И оно так нагнетает. И в конце там говорится: но меня не за этим посылали. Я хочу спросить, готов ли ты к бесконечному счастью? Да, и ангел, который с этими отбитыми на бомбежке руками, улыбается. Поэтому, конечно, ростки счастья
они не во внешних обстоятельствах, которые происходят, а в том, какой опыт это открывает внутри тебя. Если ты проживаешь это с состраданием и способен оставаться человеком, конечно, это несчастье. С людьми из твоей жизни, профессиональной и, в общем, наверное, человеческой, которые остались в России и продолжили там работать, ты поддерживаешь отношения? С очень немногими. Было пару встреч или общений, даже приезжали, там кто-то общались. Я поняла, что мне больно общаться, потому что я не разделяю какие-то взгляды. Я вижу, что за то время, пока я нахожусь за рамками того режима, в котором люди находятся, их разум меняется, взгляд на мир меняется. И я слишком прям это сильно... видно, да? Я чувствую это, да. И я не хочу это воспринимать. Я очень надеюсь, что это обратно потом как-то отмотается, когда все закончится. Очень долго я прорабатывала, не один месяц в себе, что это и как, и где эта точка, в которой я тоже виновата, что это так происходит, как оно происходит. В том, что отсутствует гражданское, да, самосознание, то, что люди остались в системе, да, вот этой рабской просто подчинения, не знаю, непонятно чему, с моей точки зрения вообще абсурдной, нулевой какой-то системе координат. И даже с мамой у меня были первое время очень сложные, например, разговоры. Она очень была против моего отъезда сюда. И только потом уже, спустя какое-то время, она приехала сюда зимой, спустя год. Она, мне кажется, поняла меня. Это было важно. Сколько стоила вам в итоге эмиграция? Кто бы считал? В том-то и дело, что, возможно, еще потому наше кафе закрылось, что мы не менеджеры, и сколько это в итоге, мы даже не знаем, если честно. Ну, человек должен рассчитывать на то, что все стоит очень дорого. Очень-очень дорого, особенно относительно курса рубля. Все еще как бы дороже. И, конечно, лучше, если ты находишь себя через какое-то предпринимательство или бизнес, конечно, лучше внедриться хотя бы на уровне нетворкинга в какое-то бизнес-сообщество в том месте, где он оказался, чтобы вообще узнать, как тут как бы дела делаются и все такое. Для нас это было скорее внутреннее путешествие, какой-то такой внутренний опыт, и мы это изначально не задумывали как какой-то бизнес. Вот это вот та мечта, которую мы вот взяли, там за годик как бы воплотили, и все оно сработало. К этому бы чуть-чуть добавить какого-то как бы таланта менеджерского, то оно, в общем-то, и получилось. Поэтому мы с удовольствием будем рады найти какого-то инвестора, неравнодушного человека, который бы к нашей идее смог присовокупить свой как бы менеджерский талант и свои запасы, так сказать, финансовые. И тогда все это полетит и будет нести свет, добро, радость очень многим людям. И тогда вы не вернетесь? Мне кажется, что внутренний запрос на возвращение как раз лишает энергии желать как-то упереться рогом и из этого места выжить все, что можно. У нас тут в Артеме немного разные как бы штуки. У меня какой-то такой больший роман с Арменией случился, чем у него. Я как-то, может быть, больше расстался с Россией, чем Артемий смог расстаться. Но это все действительно связано как бы с прошлыми какими-то штуками. Я мало как бы чем обременен. Но благо формат интернет-кафе реализуем. Он, да, очень конвертируемый и реализуем в любом пространстве. Как бы в любой стране есть потолок Армстронг, садовые стулья, шезлонги и офисные кресла «Престиж». В любом как бы стране есть, ну не в любой, конечно, есть интернет, но во многих все-таки он дошел. И в принципе вся вот эта наша мета-ирония и метаконцепция, ее можно реализовать почти везде, и она будет работать как бы одинаково. С идеей вернуться к режиссерской работе ты в эмиграции совсем попрощался? Нет, не попрощался. Сейчас одна британская компания объявила питчинг, и я им пару идей послал. Мне отписал их продюсер, сказал, да, сейчас у нас завал идей, но мы обязательно вернемся и все такое. То есть мы вот сейчас общаемся, и я такой, вот я делаю кирпичи, вот там рассматриваю работу уборщиком, а завтра буду работать на BBC. Все возможно. Давай, Вань, помоги. 3, 4. Опа. Ну, вроде ничего. Так вот туда, вот ставь вот сюда, на эту кучу. Была смешная история по поводу работы, кстати говоря.
на Навальный Лайв было объявление: мы ищем профессиональных режиссеров, нам нужны. Я такой думаю, ё-моё, ну все, моя работа. И послал им резюме. И знаешь, что они мне ответили? Простите, но мы не сотрудничаем с людьми, которые работали на государственном телевидении. И я такой думаю, ну елки-палки, ребята, вы даже не прочитали, вы просто прочитали там Первый канал, Россия и все. Да, но вы не посмотрели, что это проект про блокаду Ленинграда, про Аркаимскую колесницу, про врачей и так далее, и так далее. Я понимаю вот этот кайф от такой какой-то невероятной суперпринципиальности. Мы вот не будем работать с теми, кто сотрудничал с государственным телевидением. Но если вы хотите набрать профессионалов на телевидении, то где вы найдете таких людей, которые вообще не сотрудничали с государственным телевидением, которое все сейчас по факту государственное в России? После «Кирпичей» что будет? Ну, во-первых, кирпичи еще продлятся, я надеюсь, какое-то время. Я заходил буквально позавчера. И они говорят, что французы настроены это все продолжать. И мы сейчас сделали около 1000, а нужно 10. Это может растянуться еще там на все лето. А там посмотрим. Тут, кстати говоря, вот есть компания, которую основали тоже иммигранты по клинингу. Просто уборщикам помещений офисов. И они предлагают неплохие деньги, на которые здесь можно жить и снимать квартиру. Не квартиру, комнату. Вполне. Так что, как говорил Бродский, любая работа хороша, когда ты в эмиграции. И она любая временная. Можно сказать, что у тебя та жизнь обнулилась, и теперь все сначала? Нет, слушай, я вообще против такого. У меня был момент какое-то отрицание, я отрицала всю свою жизнь до этого, но я потом как-то пришла к тому, что это ошибочно очень, что не может быть обнуления твоего опыта от смены места. Ну как это? У меня вообще сейчас, может быть, это на уровне стресса просто, который пока еще до конца не вышел и не может выйти в данных обстоятельствах, потому что вокруг все, мне кажется, только сгущается. А с памятью сильные проблемы. Я не знаю, но это какая-то... Постоянно все забываю. Есть какое-то нарушение привычных мне механизмов. Ну, я думаю, что это защита просто психики какая-то. Это можно считать сломанной жизнью? Ну, наверное, перевернутая, скорее, жизнь. Да, многое осталось там. Какой-то круг общения остался там. Некое, скажем так, нажитое добро осталось там. Родственники остались там. Каких бы политических убеждений они не придерживались, если исключать из общения политику, все равно. Ну, здесь появляется что-то новое, какой-то новый круг общения. Наши маленькие мещанские вещи, какие-то радости. Там находим какие-то моменты для развлечений. Там мы могли поехать на автобусе в село Ундеры и любоваться огромной Волгой, где вот у нее нет берега, то есть ты стоишь, она как море. А здесь мы можем сесть на автобус и поехать в горы, прекрасный Тянь-Шань. Просто да, это какая-то такая перестройка, переворот, что ли. Можно говорить о том, что вот у вашего поколения в той или иной степени отняли возможность самостоятельно распоряжаться своим будущим? Ну, вообще, если быть фаталистом таким и думать, что от меня ничего не зависит, то да, наверное. Ну, на самом деле, очень многое, наверное, отняли, но если так вот смотреть, что я сам творец своей судьбы... Смотрите, если мы говорим про выбор, то вы сейчас едете в абсолютную... в два варианта развития событий. Да, но ты же сам выбираешь.
никто не заставляет. Ну, вообще, как бы выбор – это когда ты выбираешь будущее, в котором ты живешь, из многих вариантов, а не из двух. Тут как будто бы опасно вставать в позицию жертвы все-таки, и полезно понимать, что выбор – это не то, что ты делаешь, а это то, что ты создаешь. Ты сам можешь создать себе какой угодно выбор в любой ситуации, в каком состоянии оставаться и как реагировать на те обстоятельства, в которые ты попадаешь. И, конечно, для людей, у которых был какой-то простроенный план на 10 лет вперед, конечно, у них как бы отняли этот план, но надеяться на планы и на внешние обстоятельства, как будто бы как раз мир кричит тебе о том, что, ребята, хватит. Пора парадигму менять Пора немножко. как-то что-то, немного по-другому смотреть на этот мир. Пора не ориентироваться на какие-то вещи вовне, а все-таки понять, про что ты как бы живешь эту жизнь, что тебе действительно ценно, да, и куда тебя это ведет. Сколько вот вы знаете людей, которые уехали и находятся здесь? Ну, наверное, человек 15, потому что в том числе коллеги на разных работах были тоже как бы среди россиян. Кто-то в итоге уехал, кто-то остался, там кто-то работу менял. Значит ли это, что все эти люди оказались дома не нужны? Большинство уезжало от войны как раз-таки. Почему-то Родина решила, что с их вот этими убеждениями действительно они ей не нужны. То есть главный фактор для экономики, для общества оказался, что эти люди против войны, и они могут вот от них избавиться. То есть то, что это специалисты, что это рабочие руки, что пошли прочь, вы нам больше не нужны, а мы останемся вот здесь. Те, кто искренне все это поддерживает или не искренне, но против не заявляет. Я не знаю, почему вдруг вот оказалось для России самым важным отношение к войне у человека. При каких обстоятельствах ты вернешься в Россию? При каких обстоятельствах? Ну, все у меня вообще на блины завязано. Вот. Потому что мы думали, где этого нет, здесь всего 2 заведения, единично. А в России там все вот эти теремки, Блинбери. Вот. И мы думали посмотреть, может быть, что-то есть в Грузии. Мы сейчас думаем над 2-й точкой, думаем про сеть. И, в принципе, было бы интересно, если мы прям разрастемся, там что-то сделаем, поконкурировать, попробовать. Было бы прикольно. То есть неважно, какой в этот момент будет политический режим? Ну, посмотрим, что будет. Но пока в целом же люди как-то возвращаются, некоторые. Вроде живут. Получается же, что я, за свою шкуру переживаю. А если, например, вы вернетесь, Тём, то там дальше вам грозит мобилизация и все остальное, что с этим связано? Да, видите, никто не знает. Никто не знает, может и грозит, может не грозит. Видите, кто-то перепрятался там в Подмосковье, кто-то, не знаю. А если будет грозить? Ну, вообще по уму. По уму-то мы не годны и все такое. У вас врачебная специальность. Ну, во-первых, у меня врачебная специальность, но я не клиницист, а диагност. Это не важно. Ну да. Ну, что, есть еще вариант тюрьмы. Он, наверное, по идеологическим соображениям более благоприятен, если что. Если бы кафе полетело, вы бы все равно задумались о том, чтобы вернуться в Россию? Наверное, да. У меня, видите, очень какая-то вот связь с моим сыном, не знаю, невидимая. И мне вот очень сильно его не хватает. И я все равно такой думаю, если кафе полетит, замечательно. Дистанционно можно как-то рулить, менеджерить, но я очень хочу быть с ним рядом, очень хотел бы с ним проводить как можно больше времени. Поэтому я, конечно, вот очень сильно затасковал и думал, все равно как-то надо что-то делать, надо что-то. Что самого хорошего с тобой произошло в эмиграции? За время эмиграции у меня сколько было стран? Сначала Турция, потом Грузия, потом Узбекистан, потом опять Грузия и сейчас Армения. В принципе, везде люди нам рады. Не было ничего такого, чтобы меня напрягло. В смысле вот такого повседневного общения. И вот это вот узнавание того, что мы называем ближним зарубежьем, и людей, это самое приятное, наверное, впечатление. Когда ты живешь в Москве, и кто-то с тобой из ближнего зарубежья плохо, с акцентом, еле-еле говорит по-русски. И ты, конечно, понимаешь, что это такой имперский синдром какой-то, да, то ты нет-нет, да и ловишь. Вот. А когда ты уезжаешь,
и ты видишь, как эти люди просто в таком бытовом общении все билингвистичны, ты понимаешь, насколько они круче тебя в этом смысле. Потому что там в Узбекистане мы на каком-то совещании общаемся, они блестяще все говорят по-русски, и тут же переходят на узбекский, когда им нужно что-то между собой обсудить. И вот это, конечно, так вот круто. Так что самое плохое? Состояние невесомости. Понимаешь? Потому что ты постоянно вот такой вот неукорененный нигде. Это новый опыт. А с другой стороны, это, конечно, очень некомфортное состояние. Что в эмиграции оказалось хорошего, а что того, чего вы не ожидали, тяжелого, что очень трудно перенести? Хорошего, наверное, очень много знакомств с замечательными людьми, с которыми ты просто бы не познакомился, будучи в своей вот этой вот старом лайфстайле в Москве, в профессии врача и так далее. Здесь просто кладезь замечательных людей. Вот это, наверное, одно из самых главных. А, наверное, из того, что тяжело, все-таки, наверное, есть вот эта вот тоска по березкам, там, по вот этому всему. Она немножко как бы тебя вот посматриваешь все равно там туда. Для меня как будто бы все оказалось хорошим, потому что все, что оказывается плохого, это все равно все то, что ты с собой несешь. То есть от изымания себя из среды и попадания в другую, ты все равно со своими тараканчиками как бы туда переезжаешь. Поэтому в целом эмиграция, да, дает какую-то возможность свою вот эту внутреннюю какую-то борьбу вынести в какое-то как бы внешнее пространство и просто по нему как бы ориентироваться. Знакомств и каких-то таких матчей с очень приятными, близкими ментально людьми у меня произошло гораздо больше, чем если бы это было в Москве, в том же круге, в котором бы я оставался. Да и в целом море отличных впечатлений, какой-то, не знаю. Я думал, скажете море, но какое здесь море? Нам изначально, в принципе, Ереван показался, центр Еревана похож на условный центр Новосибирска, откуда мы родом, но только нулевых годов. А так как мы выросли в Новосибирске нулевых годов, мы, в принципе, понимаем примерно, как здесь все работает. И тут намного меньше проблем с языковой средой, поэтому здесь это не так экстремально и хардкорно, как могло бы быть. За что ты полюбила Армению? Ну, во-первых, я здесь действительно чувствую прямо от земли какую-то силу, энергию. Я летом работала на документальном фильме про Джанова, мы делали к 100-летию фильм, и я пересматривала то, что там Танина Гуэра, который с ним тоже был близок, его интервью. И вот одно интервью, он половину говорил почему-то про Армению вдруг. И положил на стол камень из кармана, говорит, а это камень из монастыря Нураванг. Я вообще вам хочу сказать, что весь мир живет в горизонтали, а Армения, она давно находится в вертикали с космосом. Все. Мне кажется, это лучшее объяснение. И еще очень важно, знаешь, что меня здесь поразило, чему я до сих пор до конца иногда себя прям отслеживаю? Люди. Даже не верится, что такие могут быть искренние люди. То есть они не все какие-то безумно хорошие, люди разные, такие же, как и везде, но они очень открытые и очень отзывчивые. То есть мы когда вот этот дом купили, например, и здесь была просто страшная разруха, вот в саду это просто невозможно было пройти. Но это все было похоже на огромную большую помойку. Каждые выходные, прям с утра до вечера приезжали все друзья Завена, надевали рабочие какие-то рубашки и до вечера работали. Вечером мы им готовили шашлык, они ели там, выпивали рюмку водки, уезжали. И это было нормально. И они уже сейчас, приходя сюда к нам в гости, они говорят, как здорово, как все стало хорошо. Я понимаю, что они тоже часть своей души сюда вложили. И для них это уже тоже не просто место. Кто из вас собирается и дальше остаться в Армении, что бы ни случилось? Наше поколение, Катя, оно немножко универсальное в этом плане, потому что мы дети Советского Союза и, собственно, вобрали в себя и армянскую культуру, историю, и русскую культуру, историю. Поэтому я себя одинаково ассоциирую и с Россией, и с Арменией. Другое дело, что сегодня в Армении обстановка и атмосфера абсолютно другая. Здесь себя чувствуется как-то иначе, дышится иначе. И для меня лично было новое открытие новой Армении за счет как раз вот тех моих близких, знакомых, родных людей, которые приехали сюда, русских. Потому что это, говорят же, вот самый
классный продукт в качестве ребенка – это в смешанном браке. Вот у нас смешанный брак такой сейчас происходит в масштабе страны, и это настолько прекрасно. Это мечта моей жизни была всегда, когда я жил в Москве. Я постоянно думал, вот как бы сделать так, чтобы сюда притащить побольше бы из других стран. И сейчас мы это, к сожалению, не по хорошим причинам, да, но к счастью, что вот это все у нас есть, и такое вот взаимное питание происходит. Что дальше у хора? Я думаю, что у хора сейчас такой период, когда нам нужно немножко сбалансировать наше количество ребят. Местных и приезжих? Нет, количество партий. Вот у нас есть 4 партии. Сопрано, альты – это женские голоса. Басы и тенора – это мужские голоса. У нас сейчас очень много девочек, очень много сопран и альтов, и очень мало, к сожалению, мальчиков. Это странно, потому что уезжают в основном мальчики. Да, но мальчики менее поющие, видимо, приезжают. Или просто, может, не знают, потому что, может, они, как-то все-таки мы же через соцсети, да, себя пользуясь проявляем. случаем, то есть если вы мальчик, вот здесь вот будет ссылка, и кликните, и запишитесь в хор. Это бесплатно. Нам бы очень не помешала поддержка добрых, любящих петь теноров и басов, поэтому мы всегда рады, наши двери открыты перед всеми. Хотя бы так. Так будет намного лучше, потому что нужно прикончить. Давайте. Еще тенора что-то жалуется. А что теперь? Давайте все вместе. Жить и радоваться. Как-то надо кормиться еще. Кормиться, есть. Пока вот мы кормимся теми сосисками, которые у нас остались от... Да, вот апельсины есть. Мы нашли уже, да. Есть немножко каких-то средств, там у нас еще есть. Есть там что продать, есть что купить. Поэтому есть немножечко средств. Подушка. Твердая подушка. Вот уже продаем свои гитары. Не нужна никому, уважаемые, если нужны кому-то гитары, Fender Stratocaster. Да ладно? Пишите, да. Ничего себе. А откуда у вас стратокастеры? У нас такое хобби, можно сказать, которое практически идет со школы и нас как-то преследует почти всю нашу жизнь. Это музыка, рок. Мы назвали этот стиль New Meta. У нас было миллион групп на протяжении нашей истории. По новосибирским меркам, где это все начиналось, это даже было довольно успешно. Крутые группы. Мы там начинали со сцены школы, а сыграли на новосибирском стадионе с Князем. ЛДС, группа «Князь», «Эпидемия». Потом взрослая жизнь, медицина, работа, это все потихонечку. Да, все это немножко пришлось поставить на стоп. Мы такие решили, пора возрождать рок в нашей жизни. Записали EP, решили выпустить его на кассетах, очень модно, по-хипстерски, не знаю, еще употребляют ли слово хипстерски в значении каком-то актуальном. И эти кассеты к нам пришли 24 февраля 2022 года. И мы такие сидим с этим ящиком кассет и понимаем, это сейчас никому не нужно. И просто вот так вот сидим и не знаем, что делать. И что вы с ними сделали? Вот лежат у нас тут. Привезли в Армению. Когда Тёма вернется в Россию, куда поедете вы? Может быть, я тоже вернусь в Россию. Есть очень много книжечек, которые можно почитать, много духовных практик, которыми позаниматься. В принципе, ими можно заниматься хоть где. Может быть, захочу поучиться на что-нибудь. В России, опять же, есть какие-то конкретные направления, которые я уже понимаю, что можно поделать в этом смысле. Другие страны я еще пока не рассматривал. У тебя бывают моменты, когда ты жалеешь, что ты уехал? Когда выпью, да. Бывает. И это все равно такой затянувшийся переходный период. А жизнь проходит. Ну и что? Так она и может так пройти, я вот здесь вот проживу до конца дней. Чего нет? Почему нет? Я и в России не занимался какими-то великими вещами, которыми я я пожертвовал, да, там. Я был телевизионным режиссером. Сейчас я делаю кирпичи. Ну и в чем разница? Я здесь тоже востребован.
Опиши мне ту Россию, которую ты любишь. Эта Россия в любом случае не имеет ничего общего с государством. Вот есть 2 места, всем рекомендую, которые должен посетить каждый житель России. Это Камчатка и это Соловки. Вот это 2 места, на которых я словил какой-то невероятный кайф. Ты идешь, и мишки гуляют. А на Соловках есть озеро, там остров, внутри острова озеро, и это озеро внутри глубже, чем озеро, которое вокруг. И там очень спокойно. Это про любовь к родине? Ну да. И понимаешь, вот нет никакой русской души. Ничем русский человек не отличается от армянского человека, грузинского человека, узбекского человека. Ты любишь какое-то место, где ты родился, но это просто по факту. Но в смысле любви к соотечественникам нет. Нет. Просто любви к людям, в общем и целом. И даже не любви, а просто уважительного отношения. Вот, Самвел, скажи мне, пожалуйста, Да, слушаю. что тебе должен сказать иммигрант из России, так, чтобы ты очень резко ему ответил и послал бы его нахер? Не понял. Вопрос не понял. Почему так сказать? Ну, что иммигранты... если он, например, хорошо отзовется от Пашиняна. Ой, да ладно, да, Пашиняна вообще не говорит. Да? Все, я пошутил. Я тоже пошутил. Так, половина с половиной. Пашинян. Я не хочу открывать мой рот. Если я открою мой рот, это уже будет очень плохо. Я немножко тоже стесняюсь открывать свой собственный рот. Я не стесняюсь, я просто не хочу говорить. А если я буду говорить, у них времени не будет. Время собирать кирпичи. Время строить. На самом деле, если мы это возведем, то оно тоже простоит 2500 лет. Как минимум, учитывая, что это еще стоит. Мы здесь сами сделаем такой кухонный будет остров. Здесь диван, пианино, которое я привезла, прабабушкина, карабахские ковры, которые обратно приехали. Здесь будет у меня абажур из нашего Сани Меликяна фильма «Троя», который я делала и привезла тоже золотой. Все такая жизнь, собранная по кусочкам из разных жизней. Да. Я вот, когда, собственно, сюда привезла, у меня получилось 3 тонны 100 килограмм. И я, когда 3D-модель этого гаража превращала в дом, я поняла, что нам ничего не надо будет покупать. Все, даже книжки встанет. Вот здесь книжный шкаф, например. Вот, пожалуйста. Там будет буфет. Это наш бункер. Это не шутка. Мы туда провели вентиляцию, воду и канализацию. Это когда вот сейчас началась война в Арцахе, вот осенью мы сделали тандыр, там, чтобы можно было горячую еду без газа и электричества приготовить. И сделали бункер небольшой. Вот и здесь будет стоять кровать. Над ней вот окно специально, чтобы курить. И здесь перила, у них просто будет из дерева, ну, такая столешница, которая мой письменный стол рабочий, где можно будет там читать, писать, рисовать. Вот. А здесь на эту балку мы хотели опускающийся, может быть, экран и проектор сделать. А, то есть, чтобы еще и кино смотреть? Да, чтобы все, вот, и не выходите отсюда уже. То есть это модель счастья? Угу. Думали ли вы еще 10 лет назад, что так будет? Про этот гараж точно нет. А вы? Нет. Многие сейчас, спустя 2 года, нет-нет, да и принимают решение о возвращении в Россию. Кончаются деньги, терпение, ностальгия.
как-то притупляются все те чувства, которые подтолкнули уехать. А что ты? Главная причина, по которой, наверное, можно вернуться, это родные, которые там остались, и деньги. И я понимаю тех, кто вернулся, и абсолютно принимаю все эти аргументы. Но, ты знаешь, как бы вот с моим темпераментом таким, повышенно политическим, хотя я считаю, что он нормально политический, просто у всех остальных он пониженный. У меня с мамой такой разговор был. Вот, она так хочет, чтобы я вернулся. Я говорю: мам, вот если 1%, что меня посадят в тюрьму, мне стоит возвращаться? Она такая: 1% это немного. А если 5%? И она такая уже засомневалась. Понимаешь? То есть, понятное дело, что в России мне жилось лучше. В смысле профессии, в смысле работы, в смысле востребованности, в смысле общения, в смысле дохода. Но неохота вот этот страх иметь внутри постоянно. Вот я общаюсь там с коллегами, да, которые остались. Ты как? Он такой: гнию на... и называет телеканал. А ты как? Работаю на... и называет телеканал. И потом добавляет: а что еще остается? И вот неизвестно, какое состояние хуже. Готовы ли вы к тому, что по возвращении вам придется идти на довольно большое количество компромиссов для того, чтобы поддерживать свой уровень безопасности? Компромисс компромиссу рознь. Как говорится, всегда можно оставаться человеком. Хорошо, компромисс не называть войну войной. Это же компромисс. Какой минимальный? Да, по-моему, можно назвать войну войной. Так, как бы тихонечко. Это уже компромисс. Главное, я вообще не люблю кричать. Я тихо разговариваю. Хорошо. Готовность говорить о том, что эта война была неизбежная, нужная и правильная. Компромисс? Я не знаю, это лучше к политологам вопрос, которые смотрят на это событие такими широкими мазками, говорят: это было неизбежно, это меняется вообще миропорядок, в том числе из-за этого. Готовность отказаться от книжек людей, которых называют... Это самое обидное. Это самое обидное, но я думаю, что их все равно можно... одно из. Свобода все-таки потребления... я думаю, что и книжки все равно можно будет доставать. Я думаю, в нашей стране это не первый как бы такой виток, когда книжки всегда можно было как-то найти. Хорошо. Где кончается тот допустимый для каждого из нас, в данном случае для вас, набор компромиссов, а дальше я не пойду? Вообще, надо, как раз вы сказали, сейчас, из момента сейчас как раз и делать выбор. Сейчас, когда я надеюсь, что он не настанет, но если это настанет, и сейчас надо будет и делать выбор, что дальше. А что? Это же такой очень сложный вопрос касательно внутренней свободы и внешней свободы. Да, как оставаться внутренне свободным, не предавать своих каких-то идеалов в очень-очень несвободной среде. Но таких ведь примеров очень много. Я во время самого начала войны, например, читал много дневников Григория Померанца. У этого поколения есть большой опыт сохранения какого-то человеческого достоинства и себя, и своих каких-то самых сокровенных вообще субстанций в этой жизни. И при этом люди, которые прожили долгую, счастливую жизнь, повлияли на очень многие поколения. Но опять же, каждый переживает эту судьбу, и как будто в этом главный смысл. Как каждый эти внешние события переживает сам. Он может это переживать сидя на месте, может переживать, объездив весь мир в поисках того, где ему комфортнее. Выводы из этого могут быть сделаны либо противоположные, либо те же самые. Но как будто бы стоит больше вообще смотреть на внутреннее свое какое-то состояние ощущения, чем сидеть на жопе и рассуждать. Уехавшие правы, потому что не согласны, или оставшиеся неправы, или все правы и неправы. Просто смотрите глубоко в себя и не врите себе, главное. А что должно случиться, чтобы ты вернулся? Путин должен уйти. Война должна закончиться.
Власть должна смениться. Все просто. Причем власть должна смениться не на более кровожадную, а на нормальную. Есть какие-то условия, при которых ты бы вернулась в Россию сейчас? Я не вернусь в Россию никогда. Это эмоциональные слова или уже продуманные? Продуманные. Для меня была точка невозврата. Это невозможно как раз обратно повернуть. Знаешь, я вот это все время много стала историей интересоваться Россией, много читала, смотрела. Особенно, когда вот 1,5 месяца лежала дома, прикованной к кровати. И для себя как-то все поняла. Я не вижу, к сожалению, в том формате, который есть, приемлемого для себя развития событий. Я не хочу к этому иметь ничего общего. Для меня это тотальное зло просто. А вы себе какой-то план строите? Что здесь будет через 10 лет? Если варвары не уничтожат нас, будет хорошо, супер будет. Мне просто все время кажется, что вот, вроде уже все есть у тебя для счастья. Ну и живи и радуйся. А все почему-то все время наворачивается, и ничего не получается. Болел лейкемией 2 раза суицидил. Только тогда осознаешь, что жизнь прекрасна. Дает археология ответ на вопрос о том, почему у людей есть всегда шанс в высшей точке развития империи достичь еще чего-то большего, в смысле науки, искусства, культуры, но они всегда обрушивают все прежние достижения новыми войнами? Ну, потому что приматы по своей природе крайне иерархичны. И все механизмы, социальные механизмы приматов построены на том, что есть всегда какой-то аппарат принуждения в иерархии. То есть ответ на этот вопрос лежит в плоскости самой природы человека? Да, безусловно. Безусловно, но... Значит, шансов нет? Я думаю, что есть. Мы видим исторически, что были целые эпохи, ну, в частности, вот поздний бронзовый век, первая всемирная глобализация, эпоха, когда, ну, например, олово из Англии попадало в Египет, из Казахстана попадало в Турцию. И мы не видим каких-то тотальных войн до наступления кризиса. Кризис наступил примерно в первой половине XII века до нашей эры. Это климат был? Ну, одна из причин точно климат. Нарушаются цепочки этого снабжения, соответственно, та элита на полупериферии и периферии, которая обеспечивала их, она теряет свою власть, экономическое благосостояние, и люди начинают тоже беднеть, и люди из периферии, сырьевой периферии, они начинают двигаться в центр за хорошей жизнью. И это не завоевание, это скорее процесс эмиграции. Активной миграции. И они вызвали коллапс бронзового века, который был даже страшнее, чем падение Римской империи. Это было время, когда письменность исчезла. Вот много где. Не всегда катастрофа осознается современниками как какое-то явление и катастрофа, да, потому что, например, современники не знали, что Римская империя пала. Они считали себя наследниками и продолжателями Римской империи. Вань, есть такие данные, что войны в древности начинались по причине сумасшествия правителя? Ну, таких данных абсолютная нет, да? власть все равно лишает любого правителя. Эпос о Гильгамеше мы возьмем, если. Он же о том, что правитель, получив абсолютную власть, в частности об этом, он теряет контроль. Он начал там спать с каждой невестой раньше жениха. Он даже со своим другом Энкиду не делился почетом. И мораль Гильгамеша в том, что он к концу жизни, он понял свою смертность, свою конечность, понял, что дело человека не в том, чтобы быть безгранично властным, а дело человека в том, чтобы наслаждаться теми благами, которые дали боги. Как говорится в песне Гильгамеша: «Держи руку ребенка, подругу свою обними, насыщай свой желудок». В этом дело человека. Вот. И это темы, которые нужно до людей доносить, популяризировать, потому что впечатление, что люди все время об этом забывают.
добро победит зло когда-нибудь? Я думаю, что надежду никогда нельзя терять, потому что свет, он есть. Нужно просто цепляться за него. Даже если в огромной темной пустой комнате ты находишь вот чуть-чуть такое ущелье маленькое, где есть свет, ты должен за него ухватиться. Если ты за него ухватишься, то тебе будет еще больше таких ущелий приходить. И я думаю, что рано или поздно у многих людей это отзовется. В чем смысл жизни? В любви. Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость? Наверное, справедливость. Свобода или стабильность? Свобода. Правда или безопасность? Наверное, правда. Ну, зависит от степени угрозы. Помнишь, как в романе 1984 у каждого человека наступит момент, когда он отречется от правды. Когда он боялся, что ему крыс к лицу будет приближать, и они будут объедать его лицо. Что ты выберешь в этот момент, правду или безопасность? Родина или истина? Истина. Истина. Ну, потому что Родину мы не выбираем, а истина – это тот выбор, который мы можем сделать самостоятельно. Раз, два, три, истина. Ну, возвращайтесь на родину. Видите, хочется помирить эти полярности. Хочется, чтобы возвращение на родину не противоречило твоему видению истины. Хочется, чтобы ты был правдив и был в безопасности. Как будто, выбирая что-то одно, ты лишаешь себя вот какого-то самого важного фокуса. Где в этом всем ты? Ты между какими-то двумя развилками выбираешь какую-то дорогу, которая и та точно не приведет тебя к себе. В эпоху войны очень вообще важно уметь хотя бы внутри себя мирить вещи и оставаться в мире с самим собой и с очень какой-то, может быть, противоречащей твоим изначальным взглядам реальностью. Но попытка помирить и примириться, как будто это важный навык. О чем вы жалеете больше всего? Что иногда я обманывал людей. Знаете, как это? Поросенок Фунтик, который плакал. Вот его, конечно, меня не заставляла тетушка Беладонна обманывать. То есть я прекрасно понимал, что иногда я про то, про что я пишу, оно не появится. А иногда это, скажем так, приукрашение или недоговор. Ну, извините, все это называется ложь. Я сам не люблю ложь, но иногда, получается, я все-таки людей обманывал. Вот об этом жалею. Санек 3 дня не спал. Санек не мог заснуть. Санек переживал из-за завтрашнего. Каждый день переживал из-за завтрашнего. Изо дня в день переживал из-за завтрашнего. Ведь завтра наступит светлое завтра. Оно наступит, а Санек не готов. Он и не знает, как его встретить. Он даже побрился, но перепутал место. Он даже умылся, но перепутал время. Он даже поел, но перепутал ингредиенты. Он даже оделся, но перепутал носки. А все потому, что он волновался и ждал. Ждал светлого завтра, а наступало только хмурое сегодня.